Друзья, всем привет! Новый выпуск на канале. И сегодня у меня в гостях Антон Кишков, человек, который зарабатывает много денег в Телеграме. И сегодня мы поговорим о том, какие есть методы заработка в популярном мессенджере, а Антон расскажет нам про свои связки. Мы живем в жестком мире, где тебя пытаются нахлобучить. Мы разыграем iPhone, подпишись на вот Аяза, на Гасанова. Что за черт? Почему люди скамятся? Потому что ты лошара. И так. Всегда есть люди, которым много платят. Люди покупают у людей все-таки. Доверие равно деньги. Куча возможностей есть, чтобы выкладывать о себе информацию. Че ты нахер сидишь между диваной и жопой, деньги не пролетают. В новостных каналах просто одни кликбейты. ДТП, смерти. Убили Путина, убили Якубовича. Там своя история, да? То есть надо завлечь внимание. Там уже начинаем их монетизировать. Все, что может обещать тебе бизнес, это риск. Походу, мы все попали. Мы живем в мире лжи. Если ты не научился располагать к себе людей, учись. Потому что денег не будет. Антон, привет. Guys, привет. Давай начнем с того, почему Телеграм и как ты вообще пришел к заработку в Телеге. Слушай, мне этот вопрос очень часто задают, почему Телеграм, почему, как я пришел к этому. На самом деле, я понимаю, что в бизнесе, знаешь, есть какое-то планирование, есть какие-то моменты удачи. И я в Телеграм как раз пришел не в моменте, когда он стал хайпом, ну это буквально пару лет назад, а я его начал, когда его только запустили, я почему-то поверил в этот мессенджер, думаю, ну вот в Телеге никого нет. И я тогда еще начал заниматься арбитражом трафика, это было 9 лет назад, и я создал свой первый чат, пригласил туда своих знакомых и просто делился своими связками, которые я заливаю в арбитраже. И так вот 9 лет назад у меня появился мой первый чат, который так и называется арбитраж-чат. Короче, ты один из алдов, который пришел в Телеграм и понял, что там будет бизнес. Я, честно, я не знал, будет там бизнес или нет. Я вообще в эту тему не верил, что можно с телеги зарабатывать. У меня желание было это с кем-то общаться с арбитражником, потому что я тогда сам заливал, и делиться каким-то опытом, как это делать. И вот это все с этого началось. А потом, когда я дошел до уровня где-то 600 подписчиков, и ко мне пришел первый типа рекл, говорит, слушай, а можно у тебя разместить рекламу? Я такой, ну давай. Он сколько будет стоить? Я такой, ну да давай $5 типа будет стоить. И он такой, ну давай. И после того, как я разместил первого, пришел второй, там третий, четвертый, такой, нифига себе. Ну, то есть я тогда зарабатывал на арбитраже, то есть по большей части. И я не думал, что телега вообще может давать какие-то бабки. И я прозрел. После того, как у меня там перевалило за 1000 подписчиков, и ко мне просто выстроилась такая очередь, я уже понял, что я очень много времени тратил на то, что я просто менеджерю свой чат. С точки зрения общения с клиентом, что ему надо, что он хочет получить, и пошло-поехало. Ну, полноценная такая история обслуживания. Прикольно. А на чем ты сейчас зарабатываешь в Телеге? Слушай, у меня сейчас как построен бизнес-процесс. То есть на данном этапе я трачу приблизительно, давай так, у меня в месяц уходит где-то полчаса на то, чтобы просто просмотреть все платежки, которые зашли именно через телегу. Плюс я менеджерю отдел продаж, плюс я менеджерю чат-боты, которые мы создали, потому что через чат-боты приходят там оплаты. Плюс у меня есть сервис-менеджмент для моих чатов. То есть у меня сейчас около 30 там каналов чата. Я просто все в одну. То есть 30 элементов в Телеграме, плюс там чат-боты, которые приносят вот мне прибыль. Да? Ну, я бы не сказал, что это не пассив, но я просто минимально время трачу, потому что я оптимизировал процесс. И я вообще люблю структуры, я люблю систему. Для меня с точки зрения построения систем, это вот я Высоцкого читал книгу, не Высоцкий, который певец, а Высоцкий, который... Оргструктура, которая, по-моему, не... Да, вот маленькая игра, там большой бизнес, или как-то так не называется у него. И плюс я операционный директор нанял, он мне помог просто выстроить это все в структуру, и после этого я понял, что вообще Telegram это полноценный бизнес, которым нужно правильно выстраивать структуру. Угу. А вот ты сказал, 30 единиц у тебя чего-то в Телеграме. Это паблики какие-то на какие-то темы или что это? Да, в основном, смотри, из-за того, что я начал, то есть мне была понятна моя тема, то есть арбитражная, я вокруг этого начал строить дальше чаты, каналы. Плюс самое, наверное, понятное, исходя из того, чем ты занимаешься, это то, что в твоей нише всегда нужны люди, то есть это вакансии, да, то есть это то, с чем сталкивается любой бизнес. И когда я создал там канал по вакансиям, потому что у меня, грубо говоря, есть аудитория, которая говорит про арбитраж, или аудитория, которая создается в команды, или партнерки, которые в том числе ищут себе людей, и они ко мне начали обращаться: Тоха, а у тебя есть вот этот, а у тебя есть вот этот, а у тебя есть вот этот. Я понял, что есть смысл просто объединить, с одной стороны, людей, которые ищут себе людей в команды, и с другой стороны, которые хотят попасть в команды. Потому что арбитраж, он на хайпе стал недавно, как таково, потому что я помню,
помню еще первая конференция по арбитражу, когда там мало людей было, потом все больше, больше. Сейчас уже с каждого утюга кричит про арбитраж трафика и про то, что там надо в телеге зарабатывать бабки. Ну, индустрия развивается, да, конечно. Сейчас арбитраж на хайп. Да, ну, это хайповая тема, как в свое время была SEO-шка. То есть все SEO-шкой пошли в SEO-шку заниматься. Я начал весь этот путь с SEO-шки. И мы с тобой познакомились как на одной из конференций по SEO. Давно, наверное, год 16 был, когда мы с тобой, по-моему, где-то познакомились. Да, ну это гуру-конф, кажись, было, если я не ошибаюсь. Мы с тобой как раз вышли на улицу и начали общаться, я помню. Да. SEOшка ведет вас к разным интересным бизнесам. То есть твои сообщества строятся в основном вокруг арбитража. Либо у тебя есть там новостные паблики, автопаблики, не знаю, какие-нибудь приколы. Все вокруг маркетинга. То есть, начинка основная, то, в чем я разбираюсь, это арбитраж, и все вокруг этого. Там есть маркетинг, есть... Просто я поделил, из-за того, что в арбитраже, опять же, есть нишевость, да, то есть там Facebook, AdWords, TikTok, раньше были эти тизерки, пинапы, и пошло-поехало. И из-за этого я просто разделил под нишу, потому что человек, который заливает с Facebook, ему в целом не интересно, как заливает там с AdWords. Человек, который заливает с AdWords, он в Facebook не лезет, потому что у него своя нишевость есть. И там с Яндекса раньше, да, я, например, начинал Яндекс заливать, с RSI-шки, там, Гемплу заливал. То есть я с этого начинал. Сейчас понятно, что с RSI никто заливать не будет, потому что, ну, по понятным причинам. Там своя история, да? Есть нюансы, скажем так. Окей, то есть получается, что ты в нише маркетинга, арбитража и плюс вакансии всего этого, то есть это вообще даже получается маленький кусочек Телеграма, не говоря уже об огромных каналах, на которых можно зарабатывать. Я смотрел твой подкаст у Никиты из Хедлайнеров. Да. Ты приходил, и ты рассказывал свою связку TikTok плюс Телега. То есть до сих пор она работает? Она не работает в том понимании, которое я тогда рассказывал, потому что, давай его так назовем, БТ-трафик, да, то есть условно-бесплатный трафик. Это сейчас вот с каждого, опять же, в YouTube включаешь, у тебя все кричат, есть УБТ-трафик, заливайте с ТикТока. Сейчас это так не работает, как это работало раньше, когда мы еще заливали через хедлайнера того же, да, то есть мы брали его подкасты, просто нарезали, просто выкладывали себе в ТикТок, и у нас там до миллиона просмотров набирало, плюс миллиона давал нам там от 2500 подписчиков до 5000 подписчиков. То есть это хорошо работало, это хорошо можно монетизировать. Сейчас очень тяжело это монетизировать, потому что TikTok меняет алгоритмы. И вот исходя из этого, я выбрал немножко другую стратегию сейчас, именно брендовую. Брендовая стратегия — это когда ты как личность туда заходишь и качаешь себя как бренд, и потом уже продаешь через личный бренд. То есть если тебе есть чем делиться, у тебя есть ценность, ты можешь туда заходить и просто качать свой бренд. Рано или поздно оно наберет тех просмотров, которые надо, и ты начнешь на этом зарабатывать. Ну, если у тебя есть бизнес. Если нету бизнеса, то по моему опыту из последних кейсов ты можешь за 2 месяца стать суперэкспертом в любой нише. То есть раньше ты брал чужой большой подкаст, нарезал из него топовые моменты, склеивал это хорошим монтажом и заливал в ТикТок. Это набирало просмотры, и ты переливал на свои паблики. Так работало, правильно? Несколько нюансов. Во-первых, хороший монтаж — это понятие такое сильно растяжимое. Хороший монтаж не нужен, по сути, потому что не в монтаже это дело. Даже если мы сейчас с тобой какую-то ересь скажем, мы хорошо замонтажим, это будет бредовая история, да, потому что люди, не тупые, хотя на кого как посмотреть. Но в целом работает именно смысл. Потому что информация — это суть смыслов, то есть какие смыслы мы закладываем в то, о чем мы говорим, то есть в текст. Поэтому мы что делали? Мы смотрели, какие смыслы в подкастах, вырезали, то есть с одного подкаста час-полтора можно нарезать 15-20 смысловых видео. Просто накладывали, уникализировали их по своей схеме. То есть уникализация каким образом? Я вот в тот раз не рассказывал, каким образом, сейчас могу рассказать, потому что уже эта схема не сильно рабочая. То есть это можно делать, но она не всегда будет стрелять. Что мы делали? Как мы уникализировали? Первое, мы меняли, то есть мы брали, грубо говоря, ролик на минуту или там 30 секунд, в зависимости от смысла, который передается в этом видео. После этого мы брали, срезали немножко длину, то есть тайм-код меняли, потом меняли пиксель с помощью приближения, удаления, то есть дропали, да, видео, если так говорить. После этого мы накидывали какой-то, берешь там какой-то футаж типа шелестящей бумаги и немножко прозрачности добавляешь, чтобы ее не сильно было видно. Я думаю, это, много кто видел таких видео в ТикТоке. Или эффект фотопленки, там что-нибудь такое, да. Да-да, потом убирали музыку, которая была на фоне этого видео, либо накидывали
свой звук, либо докидывали музыку, которая тогда была популярная, то есть набирала хайп. А после этого, тексты обязательно, потому что не все, когда ты нарезаешь с подкаста, то не все ж субтитрами пользуются. Ты субтитры добавляешь, это тоже добавляет уникальность. То есть мы старались максимально уникализировать видео там, с помощью 7 фильтров, которые, фишек, да, которые помогал делать уникальный. Перезаливали это к себе в ТикТоке и уже потом смотрели. То есть тут вопрос... Мы делали со своей стороны то, что мы понимали нужным, потому что мы, как ты знаешь, маркетинг это как лаборатория. Ты всегда какие-то химические эксперименты проводишь, то есть берешь вот это, там, взрывается или не взрывается, или химическая реакция какая проходит. И мы просто наблюдали за всякими вот этими химическими реакциями, гипотезами, и что выстреливало, просто масштабировали с помощью команд. То есть вы всегда брали чужой контент и нарезали его, это работало. А что сейчас поменялось? Он начал палить, что это чужой контент? Я думаю, что не поменялось, с точки зрения, я думаю, что можно так двигаться, но я в этом уже не вижу какой-то большой... То есть мы продолжали так делать, но сейчас оно не набирает тех масштабов, которые хотелось бы, да, то есть даже после того, как я Headliner выступил, я видел, что ребята меня нарезали, оно все равно не собирало, там я видел 290, там 300 тысяч собирало, не уникальный контент. То есть все равно того количества, которое мы там собирали, там около ляма, там лям 200, оно не дает. Поэтому я, опять же, я ставлю сейчас гипотезу или эксперимент в своей лаборатории и иду с точки зрения бренда. Почему? Потому что мне дешевле записывать себя, выкладывать его. Да, возможно, оно сейчас там не будет собирать каких-то супер хайповых историй, там больших, но качая свой бренд, так или иначе, через год ты его сможешь качать. Если ты будешь качать другой бренд, никто даже про тебя знать не будет. Да, ты на этом заработал в моменте, а дальше что? Что ты будешь дальше делать? Новая темка, фишка, да, но это не long-term бизнес. Да, то есть если твой жизнь построена на темках, то не проблема, да. Ты нашел опять какую-то связочку и погнал. В этом плане я что-то подзадолбался. У меня такая история с ТикТоком странная. Мы берем наши подкасты, тоже нарезаем их на YouTube Shorts, подмонтируем, там вставляем какие-то футажи, вылеты изображений. В общем, делаем красивенько. Заливаем это в YouTube Shorts. Это набирает иногда 10, 15, 20, а иногда там 200 тысяч, 300 тысяч. Но оно работает. Когда я прихожу в TikTok, заливаю мой же YouTube Shorts, который я смонтировал в TikTok, он у меня набирает 5 просмотров, 10 просмотров. 50 просмотров. И вообще не летит дальше. В чем проблема? Почему в Ютубе у меня работает мой авторский контент, а в ТикТоке вообще не летит? Слушай, я тебе так скажу, у меня такая же проблема есть, когда я заливаю свои видео, потому что когда я заливаю чужие нарезанные видео, они нормально там летят. Когда я нарезаю свои видео, я там до 500 просмотров. Я думаю, что вопрос в том, что TikTok в последнее время поменял алгоритм. Давай так, у трех этих ребят, давай их назовем ребятами, это TikTok, YouTube и Insta, у них немножко разные алгоритмы. Никто не палит свои алгоритмы, это самое главное в любой социальной сети. Наша задача как предпринимателей не зависеть от этих алгоритмов, просто херячить то, что мы думаем правильно. Вот если ты хочешь просто, ты ставишь себе цель, я хочу там монетизировать свой бренд. Что мне нужно делать? Мне нужно просто делать видео и выкладывать. Все остальное, то есть это TikTok или там любая социальная сеть, это как арбитраж. Он оценивает твой контент, предоставляет его людям, и если людям нравится, то он начинает набирать, он начинает рекомендовать. Что с моей стороны, что я могу сделать? Я просто могу в большом количестве выкладывать контент. Вот и все. Если мой контент сейчас не заходит, мне просто надо в 2 раза больше контента выкладывать. И тогда он рано или поздно начнет заходить. Если ты делаешь все по алгоритму, то есть делишься ценностью, рассказываешь о полезняшках, не заводишь на какие-то скамовские проекты, оно рано или поздно стрельнет. Это схема рабочая. То есть я сейчас смотрю в долгую, то есть минимум год в том, чтобы делать контент. Я вышел буквально полгода назад в личный такой бренд, да, когда начал про себя рассказывать, начал снимать видео. Хотя раньше я зарабатывал на чужом контенте, да, то есть я никогда не выходил особо в паблик, хотя в узких кругах, в конференциях арбитражника я выступал, но личным брендом никогда не занимался. Друзья, я уже более 13 лет занимаюсь продвижением сайтов в поисковых системах, а моя компания Rush Agency помогла нашим клиентам привлечь миллионы лидов из Яндекса и Google. Мы работаем по всему миру, в России, в Европе, в США, Канаде, в Латинской Америке и в Азии. Если вашему бизнесу нужны клиенты из Яндекса и Google, смело обращайтесь в Rush Agency. В нашей команде более 180 специалистов, готовых решить вашу задачу по лидогенерации. Наши аналитики уже ждут вас в Телеграме по ссылочке в описании. Напишите в чат «Я с Ютуба» и получите персональный план развития вашего сайта. Узнайте, сколько клиентов вы получите и как быстро окупится продвижение. А мы продолжаем. Смотри, а не может связаны быть маленькие просмотры, с неправильным аккаунтом? Просто в прошлом подкасте ты рассказывал, что чтобы TikTok тебя показывал по нужному гео, то есть по нужной стране, у тебя должна быть симка из этой страны,
iPhone желательно. Просто у меня аккаунт мой зареган в Беларуси, потому что в России тогда же TikTok забанили. Мой аккаунт зареган в Беларуси, чтобы показываться на СНГ. И мне кажется, что что-то там случилось с телефоном, поэтому у меня нет охватов. Это может быть? Скорее всего, так и есть. Последний кейс, который я могу поделиться, это к нам пришел бренд по дейтингу. Они на Испанию, то есть они были в Латвии, на СНГшный рынок, плюс Россия там была и Украина. И они говорят: ребят, мы хотим качаться в сторону органического трафика или УТБ, УБТ, точнее, УБТ трафика. И что нам делать? Мы там что-то пробовали, у нас ничего не получается, набирают мало видео, мы такие: окей, давайте посмотрим, что мы делали. Они заливались с того айпишника или с того, что они там заливали, с того айпишника, с которого они ранее заливали, это вот Латвия. А цель у них была испанские рынки, бурж-рынок. Мы сказали: окей, не проблема, вам нужно просто посадить человека в Испании, платить ему какую-то зарплату, или это должен быть свой человек какой-то, не обязательно. И когда мы это сделали, плюс мы приготовили там, мы там много работы сделали, но я просто вот отвечаю на этот вопрос. Главная задача, чтобы действительно телефон находился в том гео, где ты хочешь видеть своих подписчиков. Это важно. А что мне делать, если я хочу на российскую аудиторию показываться? Вроде сейчас TikTok хотят в России разбанить. И показываются ли новые видео в ТикТоке в России, не знаешь? Это хороший вопрос. Для меня, русский, Россия с точки зрения контента я не тестировал на них показываться. Именно если мы говорим РФ историю. Но я записываю сейчас русский, потому что, смотри, давай просто разделим. Я вот анализировал по языкам, какое количество людей, грубо говоря, ты можешь охватить. То есть, давай, англоязычный трафик — это 18% мирового трафика, который есть вот в мире. Потом идет русский — это 3%, 3,7% там, если быть точным. И там украинский — это 0,37 тоже. То есть, очень большие мазки такие, да. Потому что русским языком разговаривать не только там Россия, Украина, там Беларусь. Много людей. Прибалтика, там очень много людей, которые по-русски говорят. Да, Прибалтика, там в Америке много есть целая комьюнити. В каждой стране есть кто разговаривает на русском языке. Поэтому, если мы хотим таргетироваться непосредственно на этих ребят, то нам нужно просто языком таргетироваться. Плюс нам нужно выбрать, если мы хотим гео какое-то определить, то нам нужно в это гео поместить телефон, где мы будем размещать контент. То есть контент мы можем создавать в любой стране, но размещать мы должны через определенный апку. А что мне делать с моим аккаунтом, который не набирает, там хорошее качество видео, которое не набирает? Может быть, мне его удалить и заново из России зарегать аккаунт, там положить телефон? Да, лучший способ пересоздавать. Если ты видишь, что у тебя проблемы с набором видео, немножко уникализируешь тот контент, который ты заливал ранее в те апки. Я уже рассказал, да, там. Фильтры. Зум-ин, зум-аут, монтаж освежить, да. Да, и начинаешь заливать по 2 видео в день в ТикТок. С утра вечером. Кстати, есть ли какой-то секретный соус в ТикТоке, чтобы видосы залетали? Например, как там в Инстаграме или в шортсах ты в первые 3 секунды должен сказать какую-то байтящую мысль, зацепить и дать ответ в конце. Если очень просто упростить хронометраж шортса, в ТикТоке также, либо есть что-то другое, что работает? Слушай, я не думаю, смотри, это вопрос вообще не ТикТока, Инстаграма и шортс, это вопрос контента. Если человеку не интересно, в Ютубе просто это можно просмотреть, да, ты видишь по таймингам, где у тебя сколько процентов, потом где у тебя пропал интерес Дроп людей. Аудитории, да. Да, и такая же фигня работает везде. То есть это вопрос контента. Ты посмотри, как работал раньше ТВ. Ты заходишь посмотреть на какую-то, на сериал. Идет сериал, тебе он интересен, потом бац, реклама. Они вот на этой рекламе как раз было все сосредоточено весь сериал, чтобы собрать весь трафик. Да. Реклама, потом дальше сериал. Точно так же работают все социальные сети. Они понимают, что их задача — это привлечение аудитории, а ты, как инфлюенсер, должен уметь это делать. А если ты это не умеешь делать, то это твои проблемы, потому что другие это умеют делать, значит, ты иди нафиг. Мы будем показывать того, кто это умеет делать. И сейчас многие что делают? Берут какой-то мемчик, там, где чувак типа падает, потом 3 секунды цепляет таким образом внимание человека, потом дают свой контент основной, и потом призыв к действию, куда там переливает трафик. То есть таким образом работает. Многие, даже популярно, вот я там за Уилл Смитом люблю наблюдать, он любит такими фишками юзать, привлекать аудиторию. То есть он, если посмотреть на его аккаунт зайти, то у Уилла Смита есть вот эти фишки, он там 3 секунды какой-то мемчик, и потом он там себя вставляет. И он сейчас из-за того, что там пиарит последних плохих парнев, приглашает известного чувака, от этого черного, который... Скала, что ли? Кеби Лейн такой, который... Типа, да, все упрощал, да. То есть, получается, все равно фишки — это прикольно, это может дать перчинку видосу, но если контент дерьмо, никто его смотреть не будет, все равно будет отток. Если чувак льет воду,
то нахер его слушать? Ну, смысл? Я пришел потратить свое время на чувака, который просто теоретик. Вот я как бы недавно был на такой конференции. Ну, настолько сложный контент. Ну, можно все простыми словами сказать. Просто делая раз, два, три, мы делали вот такой кейс, вот так вот залетел, вот работает. Блин, бывает просто настолько сленговыми вещами делятся люди, ты сидишь, у тебя уже голова пухнет, ты просто понимаешь, это можно настолько для ребенка объяснить эту информацию и как бы вместить ее в 15 минут. Ты его сидишь, уже час слушаешь, уже поплыл, уже я вижу, аудитория поплыла вся. И думаешь, что ты, это как в том фильме, что ты, ну, какого хера ты несешь? Да что ты, черт побери, такое несешь? Смотри, а вот ты выбрал TikTok как основной канал продвижения своего личного бренда с целью перелить на телегу. А ты используешь Instagram, YouTube Shorts, заливаешь туда? Конечно. Смотри, я не выбирал TikTok, то есть я смотрю просто на то, что дает трафик. И моя задача делать единицу контента. Это самое важное для любого предпринимателя. Давайте так, есть 3 основных вещи для предпринимателя. Что ему нужно делать для того, чтобы зарабатывать деньги? Первое, ему нужно подумать, какой продукт он может продавать. Второе, ему нужно привлечь трафик на этот продукт. Даже можно вообще не придумать, что продавать, сначала просто привлечь трафик. Но все равно надо на какую-то тематику это сделать. Третье, это надо продавать. Продавать это либо общаться с клиентами, отдел продаж, ну, то есть отдел продаж, я говорю, это когда монетизируется, либо когда ты сам своими головой и словами умеешь делать так, что люди у тебя покупают, да, то есть ты должен давать ценность больше, чем цену, тогда люди будут покупать. Поэтому, что у нас позволяет это делать? Это позволяет делать YouTube, это позволяет делать там X, это позволяет Tether делать, ну там или как он называется, инстаграмовский вот этот X, короче. Это Instagram, это Shorts. Блин, у тебя сейчас куча возможностей есть, чтобы выкладывать о себе информацию. Чё ты нахер сидишь своей жопой, блин, на стуле? Мне нравится эта фраза, что между диваной и жопой деньги не пролетают. 100%. Надо поднять свою жопу и начать что-то делать. Возможности сейчас, ну, дохерень. Я, извините за мой французский. Поэтому я и пошел туда двигаться в этом направлении. Окей, но это площадки, где ты генеришь органику, трафик, которые дают тебе рекомендательные алгоритмы, а потом ты переводишь это в Telegram. Как ты сливаешь из ТикТока в Telegram, из Инсты, из Ютуба? В любом маркетинге самый важный момент — это attention, то есть надо завлечь внимание, а потом как монетизировать это внимание. В ТикТоке ты это делаешь с помощью ссылки в шапке профиля. Тут главное, ну, коротко объяснить, почему человек должен туда попасть, или видео какое-то заснять, или автоматизировать. Ну, в ТикТоке автоматизировать нельзя, можно в Инстаграме автоматизировать этот процесс. В шапку профиля проставляешь ссылку на свою телегу. Видео просто каждый раз, когда ты записываешь свое видео, просто вставляешь фразу там: в моей телеге есть там гайд, что-то полезное, что человек может действительно зайти и забрать. На самом деле гайд создать очень легко, ты просто... Вот сейчас есть куча, опять же, ИИшек, которые позволяют, например, зайти в YouTube, найти какой-то по своей теме ролик, дескрибировать его, ну, то есть забрать текст. В текст, да. С помощью этого текста ты можешь создать гайд, потому что если в ролик уже чувак, вот ты когда YouTube контент создаешь, ты же там сценарий прописываешь. Конечно. Это значит, что ты туда вкладываешь ценный контент. Значит, другой человек может этот контент вытянуть и с этого контента добавить туда фотографии. Ну, то есть... Что-то авторское свое, да, какой-то вижен свой доложить, да, структурировать. Да, и сказать, что ты уникализировал контент и дал людям ценность. Ты за них подумал, поработал и дал ценность. То есть выложил у себя в ТГ. После этого ты записал ролик, что или не один, или там 10 роликов, что у меня в ТГ есть такой-то, типа... гайд, как что-то сделать, как заработать там с мобильного телефона. Сейчас популярная тема, потому что все хотят работать в мобилках. Выкладываешь себе в ТГ, везде, где возможно, просто об этом рассказываешь, типа, чуваки, у меня вот есть крутой гайд, я вот поднял там, не знаю, $100, $1000, $100 000, не имеет значения сколько. Главное, чтобы он был полезный. Выложил, призвал к действию, то есть просто в контенте нужно сделать 4 вещи основные. То есть какие вещи? Ты должен зацепить 3 секунды, то есть сказать: ребята, как зарабатывать с мобилки, сейчас я вам расскажу. Дальше, ты можешь представиться, можешь не представляться, это кого-то бесит, кого-то не бесит, это можно делать. Дальше, ты должен дать ценности, то есть сказать: я заработал таким-то образом, более детально я рассказываю себя в ТГ, в PDF, выдам тебе либо бесплатно, либо подпишись, либо что-то сделай, ну то есть за действие, либо бесплатно, как хочешь. И призыв к действию: подпишись ко мне в ТГ, там куча ценностей. Вот и все. Все, перелили, а там уже начинаем их монетизировать. Так, смотри, еще фишка какая есть. То есть в ТикТоке автоматизировать тяжелее сейчас, но вот в Инсте можно подключить туда уже автоматизацию. То есть когда по ключевому слову человек получает либо ссылку, либо сразу этот PDF-файл. Это делается через много сервисов.
тот же ManyChat, да, там можно бесплатно это прям настроить, когда человек какое-то ключевое слово там подпишись или там, не знаю, ну какое-то слово ты вписываешь. Гайд там, руководство, заработок, что угодно, он бот ему высылает. Прикольно, да, в инсте. Таким образом, ты не паришься вообще. То есть, твоя задача просто контент сделать, автоматизацию сделать, и все работает. А как Инстаграм к этому относится, что автоматически сообщения рассылаются? Ему нормально? Есть там определенные приколы с точки зрения количества. То есть, если в большом объеме, то Инста может, ну, или ФБ тебе может потом прислать, типа, чувак, ты очень, ну, там, потому что ты же API-шкой пользуешься, ну, то есть, через API дергаешь постоянно пиксель этого ФБ и Инсты, и он может тебе там немножко ограничить этот процесс. Тут надо смотреть, ну, если ты, конечно, у тебя там 100 тысяч подписчиков или 200 тысяч подписчиков, то лучше такую тему напрямую не запускать, лучше, да, просто в Ютубе говорю, ну, в видео своих говорить, что подпишись ко мне в телегу, там я выложил, без автоматизации. Тогда оно будет лучше работать, и тогда не будет у тебя проблем. Да, не забанят личку и прочее. Про социалки, как наливать органический трафик на телегу мы разобрались. Давай поговорим теперь, какие есть методы монетизации в телеге. Потому что, наверное, ты знаешь много интересных. Тут целая площадка этих монетизаций. Хотя, смотри, давай мы начнем с популярных, уйдем в непопулярные. Пойдем в экзотику. Самое популярное, это о чем сейчас вот все там в Телеграме рассказывают, это продавать рекламу в ТГ. То есть у тебя есть какая-то тематическая ТГ, и ты там вот продаешь там просто просмотры в своей ТГ. Да? Потому что в основном все сходится к просмотрам. То есть люди смотрят, сколько у тебя просмотров на твоей, сколько охват набирает твой пост, и они покупают количество вот это. Если ты блогер, ты можешь там накидывать плюсы, потому что это твой чисто контент, у тебя прогрета аудитория, тебе люди доверяют, ты как бы делишься своим доверием. Если у тебя без лица, там новостник какой-то, там чуть меньше будет оплата за охваты. Это самый простой способ по продаже такого товара. Ну и плюс в этом товаре есть основные триггеры. То есть люди продают 1.48. Давай немножко разберем просто про какие типы есть рекламы. Тип рекламы 1.48 это когда вот твой закреп, не закреп, а точнее твой пост попадает на час. Вот это один час он будет лежать в этом канале, его не будут сносить. То есть после него никто не будет выкладываться 1 час, и он будет 48 часов находиться в этом канале. И там дальше, если смотреть по биржам, то есть разные там 2.48, 1.70, ну короче, там уже можно химичить как хочешь. Я, например, выкладываю навечно, всегда навечно. То есть у меня нету такого, что 1.48. То есть мой пост человек заплатил, он выложил, все, он там лежит. Я так же делаю. Я не вижу смысла удалять, если реклама релевантна, а не какой-то трэш. Я просто не беру трэш. Ко мне бывают старые приходы, к нам еще до сих пор приходят, можешь удалить типа пост, потому что мы уже этим даже не занимаемся. Я такой, окей, не проблема. Это самое популярное. Плюс есть, то есть если мы говорим про рекламу, можно размещать рекламу, потом есть вакансии, резюме, у меня еще есть офферы, то есть если партнерка приходит и хочет разместить оффер, привлечение так называемых арбитражников или веб-мастеров или людей, которые делают трафик, тогда они размещаются оффер, расписывают, какая у них конкурент, ну то есть уникальность. Потому что у всех есть офферы, только никто не умеет уникализировать. У меня сегодня опыт такой был, я хотел постричься, ну, перед подкастом. Такой маленький кейс, который я прозреваю тут с Британии. Я проехал 7 парикмахерских, из них только один может принять оплатой картой, все остальные это кэш. У меня кэша нету, у меня есть оплата картой. Я говорю, ребят, просто, я даже предлагал криптой платить. Все смеялись мне. Типа, ты что, вообще дебил? За биткоин стрижку там вышло из космоса, да, молодой человек. Так вот, и я говорю, просто сделал уникальную, вот в чем тут, вот я хочу просто линию провести, в чем уникальность? Просто предложи людям оплатить той возможности, которую у клиента есть. Это самая первая проблема, с которой сталкивается бизнес, если вы даже вот в телеге. Нужно смотреть на то, чем человеку легко оплачивать рекламу. Потому что человек к тебе пришел, он заинтересован, он хочет у тебя разместиться, а у тебя нету просто возможности принять эту там крипту, TRC20, не знаю, там еще какие-то валюты еще есть. Wire какой-нибудь, Swift там, да. Да, вот тут надо об этой теме тоже продумать, потому что с этим часто сталкиваюсь, как я приходят, у меня есть бабки, я хочу оплатить, куда? И ты такой, а у меня только там банковский счет какой-то Арабских Эмират есть, и все. От этого зависит, будет ты продавать рекламу или нет. У тебя может быть классный контент, у тебя может быть аудиторию ты пригнал, но если ты не решишь вопрос с платежками, это будет проблема для твоего бизнеса. Короче, будьте гибкими, ребята, в плане платежа. Можно продать рекламу на там 48 часов, 72 часа. Можно вакансии продавать, делать свои паблики с вакансиями, там, с офферами, там, ну, с чем угодно. Не знаю, со сметами домов брусовых, что угодно. Да, но тут мы говорим, что есть, тут мы можем разделить просто паблики на типы. Есть
Брендовый тип это когда у тебя есть компания, и ты компанию именно продвигаешь. Не себя как лично, как бренда информационного какого-то, когда ты информация. А когда у тебя есть какой-то товар, и ты его продаешь, это вот брендовый телеграм-канал, и там ты продаешь свои продукты, которые ты создаешь, ты просто показываешь там кейсы клиентов. Ну, тут нужно включать рубрики. Ну, вот в Телеграме я для себя там определил 16 рубрик, с которыми я делюсь. Кружочек — это аудиозапись, это текст, это PDF-файл, какой-то полезняшка, гайд, это лайфстайл, там где ты немножко о себе рассказываешь, что ты есть вообще по сути, ну, поделиться, почему люди должны там смотреть за тобой. Ну, и если мы про бренд говорим, то тогда нужно показать, как бренд работает. В целом ничего не меняется с точки зрения позиционирования, то есть это нужно делать и в Инстаграме, и в ТикТоке, и в Телеграме в том числе. Телеграм это, как по мне, вот если мы разделим эти два социальных сети, не социальные сети, то есть мы возьмем в одну сторону трафикогенерирующий и там, где ты берешь деньги, то вот TikTok, там, Insta, YouTube Shorts, там, YouTube и все остальное, это трафикогенерирующие источники, то есть маркетинг. А телега это там, где ты уже можешь полноценно взаимодействовать с клиентом, и желательно момент для того, чтобы лучше зарабатывать деньги, ставить прокладку. Каким образом? Прокладка должна быть типа чат-бота. Когда человек тебе хочет присоединиться в твой телеграм-канал, желательно, чтобы он это делал через чат-бота, незаметно. Тогда он попадает тебе в списки, базу клиентов, как хочешь, можно называть. И ты потом и можешь через это, ну, то есть это про монетизацию в том числе, да, общаться, то есть предлагать разные типы товаров. Ну, то есть можно привлекать, он попал к тебе в телегу, и ты там какой-то оффер выкладываешь и ждешь, пока к тебе все напишут, да. Есть другая история, когда у тебя есть список этот, ты делаешь ему рассылку, какой-то оффер предлагаешь, понимаешь, с боли, и монетизируешь этот трафик. И просто чем больше у тебя таких целевой аудитории, тем быстрее ты можешь это монетизировать. Дальше если мы говорим про монетизацию дальше, есть еще такая история брендинг. Это то, о чем я делился с хедлайнером. Когда ты на целый год заключаешь договор с компанией, тут нужно просто продумать пакет услуг, которые ты будешь продавать этой компании. Вот я таким образом, когда я сливал хедлайнера, я на 50 штук закрыл клиента. Это была одна известная партнерская программа в Украине, и вот они на год ко мне зашли. Что я им предлагал? Я им предлагал какое-то количество каналов, чатов, где они будут о себе рассказывать. То есть я давал доступ их менеджеру общаться с целевой аудиторией в своих целях, чтобы привлечь себе клиентов. Ну, их клиенты это были люди, которые умеют генерировать трафик. Так называемые арбитражники, да, там, или веб-мастера. Потом у них были возможности искать, ну, то есть размещать вакансии. То есть они пользовались многими возможностями моих каналов, чатов. То есть ты пакет продал такой целый. Хочешь пост, хочешь там прямой эфир, например, раз в месяц, что-нибудь такое, да, то есть надо паковать. Тут надо понимать просто проблематику, вот и все. Угу. То есть можешь делать какие-то кастомные штуки, например, там ваш спикер придет на мой прямой эфир, например, мы там поговорим с ним. Например, можно там, не знаю, закреп на выходные какой-нибудь сделать. Поэтому, ребята, пакуйте какие-то оффера свои в бандлы, в целый пакет, и тогда можно увеличить их стоимость. Должен быть дешевый продукт, средний продукт и самый дорогой продукт. Всегда есть люди, которые много платят. Вопрос, потому что у вас просто проблема в том, что у вас нечего продать. То есть вы даже не упаковали себя так, чтобы вы могли это продавать. Ну, ко мне часто приходят, говорят: Тоха, я вот мало зарабатываю с телеги. Я говорю: ну как можно мало с телеги зарабатывать? Сколько, говорю, подписчиков? 1000. Блин, да уже можно минимум зарабатывать от 1000 до 5000 долларов. Минимум. Просто нужно упаковать офферы, пообщаться с клиентами, понять, что им надо, и предложить несколько вариантов продукции. Дальше там можно создать то, что делают часто, закрытые каналы, где ты там даешь трансляции, какие-то отвечаешь на вопросы. Это чисто для какого-то количества людей, там 30, 10, 100, в зависимости от того, сколько ты можешь. То есть платная комьюнити — это еще один метод монетизации. Реклама, потом прокачка своего бренда, брендирование своих каналов под чужой бренд, и дальше это закрытые комьюнити. Кстати, как работает? У тебя есть опыт построения закрытых комьюнити по подписке? Да, по подписке есть. Я себе лично пока не построил. Я строил ребятам, которые мне приходили. Подписка $19 в месяц. Человек брал. У него большой поток трафика именно как раз с ТикТока идет. Он такой именно заядлый тиктокер. Снимает прям такие кучей, там в день, не знаю, по 3-4 видео выкладывают. У него там миллионные просмотры. И он занимается чисто товаркой с Китая. То есть он лично не занимается этим, он рассказывает, как это делать. Он информационный такой продукт. И действительно, то есть у него очень все просто. ТикТок в товарке в этом плане проще, потому что ты показываешь товар, как он там сидит красиво на тебе. И потом по ссылке: хочешь купить, там, я тебе привезу такой товар. И он учит людей создавать такие ролики, в этом закрытом комьюнити, как это делать, как хуки делать, как видяхи снимать, как не бояться там аудитории, хейта и все остальное. Потому что это по-любому будет, и что-то надо проходить.
И таким образом, то $19 платишь, и у тебя постоянно контент тебя обучает. Которого в паблике нету, да, есть основной канал, а есть что-то эксклюзивное, которое идет для подписчиков. Как будто свой бусти только в телеге запустил. Я думаю, ты сам наблюдаешь, ты уже давно в теме SEOшки. Я думаю, что того, что нет в паблике, в принципе не существует. Вопрос ленивой жопы человека, вот это существует. Просто человек хочет системно получить в одном месте максимум все. И ты этим и занимаешься как человек, который уже 10 лет просто этим занимаешься, ты понимаешь, что приоритетно, что не очень приоритетно. И очень много, часто, контента много снимают для новичков. А ты уже человек, который, есть свой бизнес, ты нанимал людей, ты увольнял людей, тебя кидали на бабки, ты знаешь уже подводные камни, и ты можешь просто чуваку сказать: чувак, ты сейчас вот этим займешься, через 3 месяца тебя кинут на бабки. Поэтому смотри, я тебе системно расскажу, как с точки А в точку Б пробраться. Просто можешь свой экспириенс продавать. Да, и ты говоришь: чувак, я свое время оцениваю, свой 10-летний опыт. Я ж не продаю 15 минут, я продаю 10 лет, которые я, херячил. Как коньяк, когда я не досыпал, когда я покупал знания своей жопой, грубо говоря, в плане сидел, учил и все остальное. То есть я это продаю, я не продаю какие-то 15 минут пообщаться с тобой. Да, прикольно. То есть закрытый комьюнити, это, тоже прикольная штука. У меня никак тоже руки не дойдут, потому что у меня был бот с вопросами, где ребят пишут вопросы, а у меня просто... иногда столько полетаешь, что, нет времени банально отвечать. Может быть, какой-то... Причем это тоже можно автоматизировать. Сори, что перебиваю, извини, я... Давай, конечно, круто. Как это автоматизировать? Просто через чат-бота тоже автоматизируется. А как это делается? В чат-боте зашиваются, очень простые вещи. Что такое автоматизация? Ты просто те вещи, которые ты делал руками, ты делаешь это с помощью кода. Код можно разместить либо в каких-то сервисах, типа там, где собираются всякие вот эти, как пазл, структуры. Логику надо понять просто, что нужно для того, чтобы у тебя появился закрытый комьюнити. Что такое закрытый комьюнити? Это какой-то чат-канал, где происходит какое-то общение в каком-то формате. Просто ты об этом рассказываешь в своем оффере, что в таком-то формате происходит такое-то общение. Я решаю твои проблемы. Чтобы подписаться, перейди по ссылке, выбери сколько месяцев ты хочешь находиться в этом канале-чате. Он выбирает, она стоит какую-то денег. Желательно, чтобы она дорого не стоила, потому что дорогие продукты тяжелее покупаются. Да? То есть в этом-то и фишка, что ты продаешь не задорого большому количеству, ограниченному количеству, не большому количеству, а ограниченному количеству. Потому что ты в свое время не будешь на 1000 человек всем отвечать, да, то есть ты 10 человек взял по какой-то сумме, и человек просто нажимает кнопочку, оплачивает удобным ему способом, о чем мы говорили с тобой, то есть это биткоин или что, и оно просто на подписку вылетает, ему бот каждый раз напоминает, типа: чувак, если ты не продлеваешь, мы тебя выкидываем, и это все автоматом делает сам чат-бот. Давай мне такого бота, это круто будет. Может, тогда мы запустим, у нас закрытая комьюнити, у меня в телеге. Тут вопрос, с чем мы столкнулись, когда мы такого бота создавали. Чел хотел, чтобы у него автоматом списывались бабки, просто в самой системе, то есть в зависимости от того, с какой-то системой работаешь платежкой, она либо позволяет, либо не позволяет эту штуку делать. Тут надо предупреждать людей. Крипта не позволит явно у тебя списать биткоин автоматом. Да, то есть ты просто можешь напоминать, что чел через 3 дня у тебя заканчивается подписка, ты планируешь продлевать? Нет. Если нет, то почему не планируешь? То есть любое общение с человеком, которое регламентировано имеется в виду, по правилам идет. Его можно автоматизировать с помощью бота. Почему сейчас тяжело продажи автоматизировать? Все хотят, все прям ломятся за теми продажами, как и посади, чтобы он продавал за тебя. Тут очень тяжело это автоматизировать, потому что важен человеческий фактор, доверительные отношения. Люди покупают у людей все-таки. Да, есть персональный матч, когда ты продаешь, либо покупаешь, либо тебя прет от человека, либо нет. Веришь, либо не веришь. Да. Это основной фактор. Доверие равно деньги. Если ты не научился располагать к себе людей, учись. Потому что денег не будет. Смотри, а какие есть еще экзотические методы монетизации? Кроме как создать паблик, лить на себя, на свои продукты. Как кто-то хитро монетизировался в телеге? Можешь что-нибудь рассказать прикольно? Я еще про форматы привлечения трафика хочу сказать, потому что мы рассказали про основные, которые обо всем все и говорят, а потом еще про монетизацию поговорим. Из основных еще, точнее не основных, из таких, которые мало кто вообще говорит, есть дорвейный тип трафика, который монетизируется только в таких узких нишах, как Адалт, крипта, гемпла, вот там ребята прям этим занимаются серьезно, если посмотреть даже на выдачу, прикиньте, в Телеграме есть поисковая выдача, она не так работает, как в Ютубе и в других поисковиках, она есть, ею пользуются, ее юзают, привлекают себе лидов на свои офферы. Что такое дорвейный тип трафика? Дорвейный тип трафика это, давайте так, у Телеграма есть сущности, я буду просто так называть сущности, чтобы было более понятно. Что такое сущность? Это есть канал, аккаунт,
чат-бот, чат, там сейчас есть скрытые чаты, и пошло-поехало, ну давайте, вот это основные. У них есть приоритетность выдачи в Телеграме. То есть, если забивать какие-то слова, геймплан, например, один win, точнее, то там будет выдаваться выдача. И люди в эту выдачу как-то попали. Если смотреть, то в приоритете, скорее всего, будет у вас канал. То есть, это говорит о том, что Telegram больше ценит каналы с точки зрения выдачи в поисковой системе. И тут понятно почему. Ну, и, во-первых, канал должен быть открытый. Есть два типа каналов. Есть открытый и закрытый канал. Да. То есть, нужно создавать канал. Как это можно монетизировать, я сразу рассказываю. Создаешь канал. Туда качаешь ботов, закупаешь количество подписчиков. Сейчас уже очень сильно важно, есть ли у тебя подписчики... С премиум? Премиум, да. Премиум подписчики очень ценятся, потому что обычные подписчики... Ну, это все покупается, есть куча бирж, где это можно купить. Тут важно, чтобы твой канал больше 5% был премиум подписчиков. Это важно. Ты должен прямо... Ну, если ты будешь заходить, смотреть, анализировать ключевые запросы, ты просто увидишь, что там... Это можно проанализировать, короче. То есть у тебя, грубо говоря, есть основной канал, куда ты хочешь сливать. И это такие прокладки. То есть ты создаешь кучу прокладок по ключевым запросам, где ты выбиваешь в топ свой канал, он привлекает туда органический трафик, и ты там оставляешь оффер. Тут главное креатив, который ты будешь оставлять, потому что если ты ничего не оставишь, человек никуда не перейдет. Если ты ссылку на основной канал не проставишь, он не перейдет. Поэтому важно этим заниматься. А какой контент должен быть в этом канале? Чисто оффер. Все, конец, то есть даже не надо напрягаться, накрутил и все? Просто когда ты строишь такую деревянную сетку, у тебя в чем ты столкнешься с какой проблемой? Там начнут люди подписываться, допустим, да? Важно, чтобы людей триггерило. То есть важно, чтобы этот твой старый оффер удалялся и опять появлялся. То есть тут можно эту тему автоматизировать с помощью, опять же, бота, подвязать его в один бот, чтобы он постоянно с какой-то периодичностью дергал людей, триггерил их, и чтобы они переходили. Потому что новый человек, который зашел, он скорее даже не прочитает, о чем речь. А когда его там пилинкнет в телефоне, он такой, что там такое, зашел, мне интересно было, я зашел, там посмотрел. Когда ты деревянные штуки строишь, важно это, считать. Опять же, там можно подвязывать, через ссылку можно аналитику подвязывать. Есть скрипты, которые позволяют смотреть тоже, как проходит. Там целая механика. Я просто сказал, я просто показал, какой есть тип трафика. Потом второй есть спам, да, который часто используют для продвижения каналов. Когда админ ложится спать, у тебя в канале, в комментариях, если у тебя комментарий открыт, у тебя в канале либо тырят всех твоих подписчиков, им рассылают спам какой-то, это первый формат, либо в твоем канале, там где комментарий, появляется тоже такой же оффер, типа... Постоянно черти ко мне пишут всякий скам, крипту закидывают, да, пускай они горят в аду. Это же без этого не работает. Телега в этом плане, респект и уважуха, молодцы, спасибо, с этим никак нельзя бороться, кроме того, чтобы чистить либо админом, либо ботами эту всю историю. С одной стороны, ты можешь тоже такой же темой заниматься, переливать себе трафик. Это работает? Да, это работает, подписчики идут, просто не в том количестве, которое тебе хотелось, и чтобы ты понимал просто качество такого подписчика, сам понимаешь, да, то есть человек на какую-то тему клюнул, перешел, что-то там, потом думает, нафиг это сделал и удалился. Скорее всего, он даже не будет заинтересован в каком-то продукте, просто если мы считаем в больших количествах, то есть этим прям занимаешься серьезно, в месяц тратишь на это, потому что, чтобы спамом заниматься, это надо софты, или скрипты, чтобы они рассылали, анализировать каналы, где ты будешь это делать, анализировать свою целевую, то есть это куча гемора, но она дает при 170 долларах затраченных, ты можешь сверху 170 заработать, то есть 100% ты можешь поднять. Но это такая долгая история, и занимаются ей, прям уже такие, я же говорю, команды, которые сидят на тяжелых вертикалях, там они этим занимаются, потому что там есть четкая прибыль. Я не думаю, что человеку, который занимается товаркой, ему будет это прям выгодно с точки зрения... Или чем-то белым, да. Чем-то белым. Если смотреть в перспективу года, то да, наверное, да. Если смотреть в перспективу месяца, нет, не будет выгодно. Дальше идет работа через буксы. Буксы — это сервисы, которые позволяют выдавать, это такие сервисы, когда ты даешь задания другим людям, и они это делают. Тот же инвайтинг можно делать не через скрипты, а через... это называется сервисы буксы. Типа спам, Workzilla. Типа Workzilla, да. Просто есть специализированные сайты, именно даркнетовские, там, где позволяют в большом объеме делать какие-то такие серые вещи, не софтами, потому что софты так или иначе отлетают, а руками других людей. Это называется буксы. Через буксы работает. И что они делают? Они рассылают спам, либо они поинвайтят в твой канал? Как это работает? Да, ты любой, из того, что мы с тобой проговорили сейчас, это инвайтинг, либо спам, либо следующий лайкинг будет, они просто делают это руками. Ты даешь какому-то студенту задание, заинвайтить мне в канал какое-то количество людей, ты ему даешь список,
прописываешь, что он тебе должен прислать с точки зрения отчетности, он это делает, присылает, у тебя появилось... И платишь ты это за копейки, то есть это даже дешевле, чем софтом иногда пользоваться, потому что софт там стоит в разрезе там, денег, а тут это копейки стоит. Таким образом, ты просто за дешевле покупаешь ту же функцию, ну и тестируешь под себя, работает. Окей, хорошо. Следующая история — это лайкинг. Когда у телеги появилась история лайкать сторисы, я думаю, каждый у себя, ну, многие заметили, что появляются какие-то тетки, дядьки, которые тебя лайкают, и ты вообще не понимаешь, что это за люди. Потом переходишь к ним, ну, раньше это как работало? Ты переходишь к ним, в ссылке был оффер, ты переходишь на оффер, там, скорее всего, чат-бот, и чат-бот погнал тебя монетизировать. Сейчас эту историю сильно забанили, то есть ссылку нельзя проставлять себе в сторис, ну, именно в таких масштабах. А теперь они просто говорят, там, напиши мне в личку, и уже начинается монетизация через личку. Когда они тебе высылают какой-то оффер, опять же, туда же, и ты таким образом подписоту себе нагоняешь. Ну, таким образом ты лучше прогреваешь целевую аудиторию. То есть, как это работает? Ты сначала находишь каналы тематические, ну, там надо много прям каналов, там около 5000 надо собирать каналов, заливаю, это скрипт. Это так скрипт работает. Ты заливаешь этот скрипт, там около 5000 каналов, покупаешь аккаунты телеги, желательно США, конечно же, потому что они лучше держатся. Проксю покупаешь, потом, ну, ты должен придумать, какой оффер продвигать, какие фотки, ну, что будет цеплять аудиторию. Ну, в основном там ставят красивых барышень, которые там такие, нифига себе, на меня обратила девочка внимание, ты заходишь, а там просто сливается трафик на что-то непонятное. Ну, или понятное, просто человек сливает. То, что я видел, человек сливал на спам-рассылку, то есть он обучал людей. Вот этой же штуки. Продавал также рассылать, наверное, да? Класс, вообще. Как делать спам-рассылку через имейлы. То есть это арбитражник, который работает под бурж, и он работает в сторону США. Он заливает там разный тип трафика. Ну и вот собираешь потом... Как это работает? Тут люди выставляют сторис. Этот скрипт анализирует, кто из этого канала, либо чата, кто выставляет сторис, он его лайкает, ну или там какую-то функцию выполняет, реакцию. Человек это триггерит, он заходит, смотрит. Если у тебя где-то прописано, типа, напиши мне, ты ему пишешь, и он видит, что тебе написал. Чат-бот срабатывает таким образом, что он высылает тебе сразу оффер, там, подпишись на мой канал, я здесь рассказываю, как ты можешь поднять $100 в день. Ты переходишь, и у тебя новый подписчик в канале уже, который заинтересован, как зарабатывать $100 в день. Слушай, ну интересно такие серые методы привлечения аудитории в каналы. Я, кстати, что-то даже про них и не думал. Интересно. В любых бизнесах всегда начинала работать серия. Я еще помню, когда времена ВК, спам, рассылка работала. И с этого зарабатывали хорошие деньги. А если делать свои паблики по каким-то темам, продавать там рекламу, вот самое популярное, наверное, для новичков, самое, ну, наверное, очевидное, не такие сложные схемы там с инвайтингом, лайкингом, ботами. Какие темы самые прибыльные? Какие ниши? Новости, там, не знаю, авто, что делать? Самый часто задаваемый вопрос, типа, а с чего мне начать, если я ничего не понимаю? И тут есть два основных момента. Первый момент. Надо, либо можно начать с того, чего ты кайфуешь, и реально разбираешься как эксперт. Ну, если тебе уже там, не знаю, за 30-ку, то по-любому это где-то эксперт в чем-то. В алкоголизме тоже можно быть экспертом. Либо ты хочешь понимать, ну, или ты понимаешь, что в этой нише есть какие-то бабки. Давай, самые такие выгодные истории. Это там автотематика, ну, нишевая автотематика. Не в общем автотематика, а какая-то ниша. То есть ты владелец, например, не знаю, Tesla, и создал паблик по Тесле. Там ты можешь зарабатывать не только на рекламе, но и заключить партнерство там с разными ребятами, которые там делают, ну, короче, и нагонять им трафика, зарабатывать там деньги, партнерская программа обычно. Самые такие, наверное, которые не привязаны к чему-то бизнесу, это там анекдоты. Но там сильно много денег нету, то есть там CPM просто, ну, люди продают CPM. Главная задача в анекдота это действительно, чтобы было смешно. А смешно понятие растяжимое. Для тебя смешно, для меня не смешно. И вот этого будет зависеть, твой паблик будет развиваться каким-то образом, либо не будет. Если ты прям смешные какие-то вещи пилишь, прикольно. Можно качать эту историю. Она простая, доступная. Вот бери прям анекдоты, фигач, генерируй контент вообще без проблем. Тут главная задача, которую я вижу, или проблема, которую я вижу, это что люди не умеют организовывать пространство в Телеграме. То есть они то такую картинку взяли, то такую, то обрезанную, то где-то недорезанную. То есть нету визуальной красоты. Человек как-то ведет ее хаотично, берет в основном не уникальную картинку с какого-то стока, и это сильно отпугивает. То я захожу и понимаю, ну просто говно канал. Лучше уникализировать. Ну, лучше там свою фотку какую-то там с фоткой на улице выйди, придумай какую-то историю там. Ну, будь уникальным в этом плане. Тогда оно появляет какой-то интерес у людей. Потом тематика
Ну, то есть, есть, грубо говоря, вечно зеленые тематики. Это автотематика, это здоровье, это заработки, если у тебя есть понимание. Там, ну, крипта сейчас стала. Ну, в крипте очень тяжело. Я бы не рекомендовал бы новичкам вообще в крипту залазить, в телегу, в крипту. Это прям очень тяжело. Тяжелая тематика, очень да. тяжело. Очень жесткая. Да, то есть, там прям тебя вынесут с ногами вперед. Если у тебя бабок нет, или у тебя нет какой-то медийности, вот, опять же, хедлайнер берем, у него есть медийность, есть канал, и то, там, сколько там, 25 тысяч подписчиков сейчас на данном этапе. Ну, который там, понятно, что можно хорошо монетизировать, но там человек уже годами занимается этим вопросом. Да, 5 лет снимает видосы каждый день, и по много видосов каждый день, поэтому Никита красавчик. Крипту мы откидываем сразу. Дальше двигаемся. Что еще? 18+ тематика, очень крутая. Ну, то есть... Как это работает? Пошлые истории. Это... Я часто видел истории, когда... Типа пишет аноним, ну, про свои жизненные какие-то сексуальные похождения, и людям это интересно читать. Это история, это должны быть истории реально жизненные, с какой-то изюминкой. Но это, когда я знаю, какие-то авторы за ним стоят, то есть это какая-то семейная пара, допустим, которая ведет свою телегу анонимно и рассказывает про то, с чем они... Ну, они могут рассказывать себе, могут рассказывать... Ну, то есть... В плане стать медийными и сказать, что это мы это переживали, либо их друзья переживали. И таким образом, ну, ты создаешь такой сторителлинг канал, где рассказываешь, с какими проблемами сексуальными сталкиваются мужчины, женщины. Ну, это такая, да, вот, то есть интересно всегда почитать, что там в сексуальном плане. Потому что все хотят залезть к чужому в постели, поузнать, как он там живет. Как это монетизировать? Окей, я зашел там на историю какой-то молодой пары, там, не знаю, которая живет в Таиланде, там, супер они про секс рассказывают. Как монетизировать, на что они сливают трафик? Дейтинг, адалт, товарка, ну, под эту тему. Психология, в рестораны, кафешки, ну, куда человек может прийти, ну, есть специально закрытые такие рестораны, кафешки, да, там 18+. Туры, как видишь, тут сегмент тоже, это отдельный сегмент людей. Интересно, не думал об этом. Тут вопрос, знаешь, в чем, опять же, чем я сталкиваюсь? Админы не умеют работать с каналами. Они вот создали, а что с ним надо дальше делать? Куда мне продавать? Вместо того, чтобы пройти, поанализировать конкурентов, посмотреть, кто покупает у конкурентов рекламу. Это все можно с помощью сервиса сделать. Открытые сервисы, они полностью тебе показывают, у кого разместил рекламу, какой креатив там разместил, и ссылка на кто разместил. И ты просто нашел, написал, чувак, у меня такой же канал. И общение, обычное общение, я же тебе потом говорю, 3 вещи. Третье это продажи. Если я не умею общаться, то нехер делать бизнес. Иди лучше в найм и качайся там, заработаешь больше денег. Во всех новостных каналах, условно, которые сейчас есть, вот популярные там, Топор 18+, например, по-моему, самый большой паблик новостной такой в России. 5 или 7 миллионов у них. Труха тоже в Украине, да. Тир 2 всякие каналы по миллиону, по 500 тысяч. Я на что-то подписан новостной, иногда листаю. И там часто есть такие креативы, мы потом выведем на экран. Там девушка такая в сексуальной позе, 18+, только для взрослых, самые пикантные, там что-то. Я никогда туда не переходил. Потому что, честно говоря, мы про скам еще поговорим, просто телегу не хочется свою потерять. Интересно, что там, но что в этих каналах и как они монетизируются. Очевидно, там не истории, там визуал такой, что там будут видеографические материалы. Не, ну, слушай, мы же 18+, понимаем, что он разный бывает, это, во-первых. Давай начнем просто с того типа креативов, да, то есть кликбейтные креативы, и кликбейт не всегда будет говорить о том, что там именно то, что ты увидел в этом креативе, будет именно в этом канале. Просто тебя завлекли, привлекли и перевели куда-либо, куда им интересно. Поэтому, если ты на всю эту штуку в новостных каналах, просто одни кликбейты. Вот ты заходишь, и там убили Путина, да. Убили Януковича. Кого-то убили постоянно. Я помню еще, когда я заливал с тизера, там Якубовича постоянно убивали каждую неделю. И всем было интересно, переливали таким образом трафика на какие-то вообще там товарку, понимаешь? И кликбейт, он всегда существует. Психология человека построена так, что ему всегда интересно, он заинтересован. Если ты умеешь заинтересовать, ты можешь перелить куда хочешь. Что за этим стоит? Да, куча товаров может стоять вообще. Можно просто на психологию переливать по сексу, да, там, ну или по 18+, или по товарке. Могут на порнуху переливать, да, по Pornhub. Вот, подожди, вот это мне интересно. Есть Pornhub, другие такие же аналогичные ресурсы. Есть контент на любой вкус бесплатно. Ну, какой идиот будет в телеге платить за контент, который есть на Порнхабе? Не, ну слушай, ну если мы сейчас будем говорить про идиотов, их много, и они всегда платят. Ну, и, как говорят, мамонт не лох, мамонт не выврет. То есть это вот туда в тему скама. Почему люди скамятся? Хер его знает. Все об этом уже сказано. Не переходите по ссылками, анализируйте URL, видите цифровую гигиену обычную, да. У меня вот недавно пишет чувак, я захожу в свою телегу, у меня нету ни каналов, ни чатов, ни моих рабочих. Что могло произойти? Можешь мне подсказать? Он у меня общается, я с ним общаюсь. Я говорю, слушай, ну где-то информация упущена. Да не, я просто зашел, типа, тра-та-та. А что ты до этого делал? Я перешел по ссылке, мне друг скинул проголосовать за него там в каком-то рейтинге.
Я говорю, ну красавчик, тебя кинули на твой канал, где-то уже продается. Ну, не канал, а твой аккаунт где-то продается уже. Сколько бы я об этом не говорил, то есть для того, чтобы пользоваться телегой, внимание, ребята, создайте хотя бы 3 аккаунта, с одного создаете все каналы, про него забываем, про эту сим-карту, откладываем куда-то, пусть она лежит. Делаем двухфакторную верификацию. Второй аккаунт. Вот можете ходить на нем куда хотите. На все чаты, каналы, куда там, по ссылкам переходите. Пусть его угонят. Вы один раз научитесь и будете понимать, что вот так делать нельзя. Третий аккаунт это что продавать. То есть, если вы... Просто, чтобы можно было разделять свой бизнес. В одном бизнесе вы создаете каналы, откладываете, пусть он у вас лежит и не трогайте его. Второй аккаунт это вот активный, где вы продаете, ведете коммуникацию, чтобы можно было удобно с помощью папочек разделить своих клиентов, с кем вы как общаетесь. Там прям уже у телега прям очень удобно это делать. А третий аккаунт, ну, пожалуйста, там хотите экспериментировать, ходите по всем ссылкам, пусть вас там кидают. Да, хочешь потеряешь, хочешь ресерчи, хочешь смотри другие связки, схемы, и не жалко будет потерять. Получается, на Адалте продают какой-то доступ в закрытые каналы и прочее. Смотри, какая еще тема. В последнее время вижу в Телеграме сливы каких-то блогерш. Даша Дошек там выложила сиськи. Лена какая-то, там, не знаю, Клава Кока слила видео с бывшим. И там продолжение в закрытом канале. Как это монетизируют? Просто им кидают какие-то фейковые видео, либо там эти реально видео есть. Ну, то есть кто-то за это платит? Да, конечно, платят. Ну, как говорится, любителей погонять лысого или там закат вручную приветствуются, как говорится. Они, когда ты в пике, ну, это же как эмоциональная покупка. Ты вот сейчас увидел, такой, все, готов купить. Это то же самая история. Особенно девочки, когда красивые, особенно как популярного, есть прям фетиш на таких людей, на популярных, да. Поэтому же через фетиши загоняют. И там, да, то есть ты можешь прям кружешки нарезать. Ты берешь какое-то видео, есть специальные боты, которые тебе кружешками в формате телеграма выдают любой контент. Плюс можно уже лица в дипфейсы делать. Дипфейк, да. Дипфейки, да. Пожалуйста. То есть ты прям, это целая индустрия. Я еще, когда был в Украине, я встречался с одним очень популярным чуваком в формате там адалт дейтинга. И он мне рассказывал, что у них уже на тот момент был искусственный интеллект, который анализирует их трафик, который к ним заходит, и под каждый типаж людей подбирает оффер. Уже тогда был. Они 15 лет на рынке в Америке существуют. В Америке это более легальная тема, то есть это у нас это там закрытая тема, и там прям надо изгаляться, чтобы трафик перегонять. В Америке это более открытая тема, легальная, и можно лицензию на это получить. Я уже тогда был в шоке. Сейчас, ну, то есть все, что хочешь, можно сделать. Если ты умеешь создавать аватара, умеешь вешать дипфейк, это один раз скриптор прописать, обучить его на большом количестве видео. К сожалению или к счастью, я не знаю, кто кому нравится, уже куча видео в разных форматах, в разных поз. Просто туда лицо подставить вообще не проблема. И можно монетизировать. Поэтому, если покупал слитое видео Клавы Коки, ставь лайк под этим видео и напиши в комментах. Настоящее оно было, либо дипфейк. Окей, понял. Смотри, мы поговорили про, ну, как бы про тематику. Ты говоришь, самый мейнстрим — это авто, там есть адалт тоже. Ну, что еще можно делать новичкам? Какие каналы запускать? Ну, слушай, здоровье, ну, это трафик, это вечно монетизируемый трафик, здоровье. Там целые ниши, там стоматология, хирургия, педиатры, детские, взрослые, для собак. В телеге важно, почему я нишевался. То есть я не назвал себя маркетинг. Я и ушел в арбитраж. Важно нишеваться. Вообще в любой нише важно нишеваться. Сначала начинаешь с узкого, зарабатываешь там деньги, потом можно расширяться. В новостниках, например, если ты хочешь новостник качнуть, в новостниках ты начинаешь зарабатывать только после того, как у тебя там минимум 300 тысяч подписчиков. Только после этого ты можешь начать что-то зарабатывать. До этого не работает, да? Дешево слишком. Для того, чтобы 300 тысяч нагнать, ты не нагонишь их с помощью УБТ-трафика. Ты их должен закупать в других новостниках. Ты должен, ну там целая стратегия. То есть это, ну минимум у тебя подписчик там обойдется в $1. То есть 300 тысяч долларов ты должен потратить, чтобы у тебя, ну окей, там 0,5 центов, 150 тысяч долларов должен потратить, чтобы у тебя новостник появился. За 150 тысяч долларов ты можешь создать нишевых каналов там, от 1000 до 10 тысяч подписчиков десятку. И зарабатывать больше, чем ты будешь в новостниках зарабатывать. Знаешь, какую нишу вижу недавно? Начали форсить, наверное, месяц-два вижу в новостниках. Это огородник, Кулибин, типа вот дачи начались, май, и начали форсить. Да-да-да. Сейчас готовится эта тема, это тоже. Ну смотри, просто я всех тематик тебе не назову, потому что я там в одной работе, я плюс-минус наблюдаю за какими-то тематиками. Там мне очень нравится тематика, там, фишки скама, например, когда какие-то палятся фишки, как можно в интернете зарабатывать. Кстати, один из способов монетизации, который я видел очень прикольно, мне очень нравится. Мы знаем, что есть много складчин, да, вот в телеге его можно круто монетизировать. Ты просто говоришь, что есть, ну там,
у тебя есть слитый курс какой-то там, не знаю, известности американской, я беру только 10 человек по $10. Ну, допустим, там, ты его купил за $50 или где-то забрал, и таким образом вот ты с помощью этих складчин зарабатываешь деньги. Это вот способ, когда ты не продаешь никакую рекламу, ты монетизируешь свой трафик по-другому. Плюс ты можешь там скрипты продавать какие-то. Вот, например, invite скрипт, скрипт лайкинга, скрипт, ну, короче, куча других скриптов. Потому что один раз скрипт заказать у Python разработчика будет, ну, там, допустим, $300-500, а потом ты его просто можешь вечно продавать. Если что-то у тебя полетело, ты можешь заказать какую-то обновку и дальше продавать. То есть монетизируя таким образом трафик. Это в нише маркетинга, либо для темщиков, которые... Да, для темщиков, ну или для автоматизаторов точно так же. Можно автоматизировать с помощью чат-ботов, продавать чат-бота какого-то, который ты создал. Либо искусственный интеллект, который сейчас очень популярный, который там будет вести за тебя отчеты. Там телегу сейчас можно с помощью искусственного интеллекта вести. Куча есть вещей, которые можно делать. Кстати, подготовил еще ряд вопросов, которые лично мне были интересны. Просто то, что я смотрю в телеге, то, что я вижу. Расскажи, как заработать на финках НКВД и почему вокруг них такой хайп. Как этот мем стал просто финки НКВД, вот эти ножи продавали. Показывают кузнецов. Да, я финка думал девушка, понял? Я думал, ты про девушек. Ну окей, мы по-другому поняли. Кузнецы ножей, типа, как раньше было в Советском Союзе, вот эти, знаешь, финки. Супер крутой нож, там, который там самурайская. Я помню еще, я в молодости видел по телевидению, там, самурайские ножи, которые прям режут вообще. Слушай, эта тема вечная, это мужская чисто тема, это мужская тематика, и на подарки она прям заходит хорошо, когда девушки не знают, что дарить мужчинам, они вот эти ножи дарят им, и типа все счастливы. Да слушай, ну как, ну все очень просто. У тебя это товарный бизнес. Вопрос с Крео. Вот как ты можешь привлечь трафик так, чтобы он там монетизировался. Поэтому любой товарный бизнес решает какую-то проблему. Надо раздуть проблему до таких масштабов, чтобы человеку прям захотелось это купить и дать ему прям за маленькую цену, ну супер много ценностей. И тогда это заходит. Поэтому все лендосы, товарка с Китая так работает. Ну и в целом я ничего в этом плохого не вижу, потому что действительно, если прикольный товар, почему бы ну да, почему нет, почему круто у него упаковать. Короче, получается, масс-маркет для мужчин, просто красиво упакованный, но нож, скорее всего, прям совершенно обычный. Так, ну, слушай, ну, все так работает. Луи Виттон и весь бренд так построен. Раздувается история, там, многолетняя история, как Луи Виттон. Фильм даже сняли для того, чтобы трафик. Про Барби, куклы, фильмы снимают. Ну, о чем мы говорим? Ну да. Hermes, там эти сумки тоже, когда королева носила, принцесса носила. Уолт Дисней, он тоже на мультиках вроде бы, да, мультики делает. Там вокруг этих мультиков построена индустрия просто кукольная. Да, это просто хардкор. У меня просто сын, повезло, мне куклы не придется покупать. Хотя нет, подожди. Спайдермены же тоже есть, и Марвел есть. Черт. Походу, мы все попали. Неважно, девочка либо мальчик, ты все равно все будешь скупать. Люди уже давно тебе зашивают с самого детства, что ты будешь это покупать. Просто там масс-маркет работает через психологию, доверие. Ты в это влюбляешься, ты хочешь этим владеть, и пошло-поехало. Мы живем в мире лжи, нам куча лжи это выливает. Ну, почему ложь? Потому что они продают это незаметно, не в лоб. Прогревают нас отлично так. Смотри, вторая тема, которую я хочу спросить. Почему в телеге так много рекламы трэш-каналов там? ДТП, смерти, там, дневники патологоанатома, вот такое сейчас форсят. Кто это смотрит и почему это хайпит и как на этом зарабатывают? На трэше каком-то. Опять же, давай, мы разделяем сам канал и то, как привлекает трафик. Трафик привлекает с помощью кликбейта. Тебе интересно, тебе аж страшно, ты такой подписываешься. А там вообще на самом деле, ну, нету такого же расчлененки, прям такой, как жесткой какой-то. Просто был креатив, там, гифка, которая там показывает тебе расчлененки, там, бывает еще там инопланетян показывают, там, и все остальное. Ну, кто во что верит. То есть кликбейт в основном, да? Просто чтобы завлечь людей. CTR лучше был, что ли? Да. У тебя цена подписчика, вот я недавно записывал, я сейчас себе в телегу выкладываю бесплатные видяхи про то, как заливать трафик с помощью закупки трафика. И как раз вот креатив — это самая-самая важная история. Если у тебя креатив будет плохой, у тебя просто цена подписчика у тебя будет просто космическая. Если я говорил в тематике заработка, цена подписчика $0,5. Если это больше, ну, проблема с креативом, надо работать. Знаешь, давай про что поговорим. Как раскрутить свой канал в телеге. Вот смотри, у меня есть канал в Телеграме, я там пишу крутой контент про YouTube, про SEO-шку, немного лайфстайла, но он растет очень медленно. В основном люди переходят с моего YouTube канала, когда я упоминаю, либо у нас вставки в подкастах есть, и потихонечку подписываются.
Как мне привлечь больше целевой аудитории на канал, чтобы не ждать вот этой органики? Потому что в самой телеге органики нету никакой. Для чего тебе еще органика? Ну, ты имеешь в виду, для чего аудитория? Да, ну то есть ты хочешь на нее, то есть у тебя цель монетизировать канал или ну просто органически расти в Телеграме? Ну, у меня цель развивать свой личный бренд, чтобы охваты росли. Ну и мы Телеграм-канал монетизируем, мы берем рекламодателей, и иногда у меня выходит реклама. Да, конечно, ну реклама станет дороже. Телеграм-канал, я тебе сразу рассказываю фишку, почему нужно закупать трафик в Телеграме. То есть переливать переливом это хорошо, но когда я буду твой анализировать канал, я не увижу, что у тебя есть трафик с телеги. И у меня сразу вопрос, окей, откуда ты добыл трафик? Вот там у тебя 6 тысяч подписчиков или 7. Откуда это трафик? Типа YouTube. Окей, ну скорее всего это какой-то там, ну тематический трафик. Некоторые люди прям не хотят закупать в телеграм-каналах, где идет просто трафик там с ТикТока, с Инсты, либо с Ютуба. Потому что он супер целевой и ну чисто твой. Поэтому важно закупать трафик в телеге. Тогда у тебя будет видно прям рост с телей, откуда ты закупал, будет видно с каких тематик и все остальное. И тут ну, то есть для того, чтобы вырасти, нужно заложить бюджет в свой маркетинг по закупке в Телеграме. Так называемые посевы. Ну, есть посевы в Телеграме, есть, опять же, про способы я уже ранее рассказывал, какие еще есть, я еще всех не выговорил. Но два основных способа, которые есть именно в телеге, это посевы и Telegram Ads. Что круче? Вот у меня прям вопрос, что круче? Telegram Ads официальный, либо закупаться? Если есть много денег Telegram Ads, он даст тебе цену подписчика дешевле, чем скорее всего, в посевах. Почему? Потому что в посевах ты потратишь много денег на тест. Ну, пока ты найдешь вот этот триггерный, который мы с тобой рассказывали про ножи и все остальное, там и расчлененку, или там про 18+, свою какую-то фишку в своей тематике, пока ты этот ключик найдешь, связочку, то ну, тебе придется потратить какие-то бюджеты. Поэтому я рекомендую сюда. Какая ошибка еще следующая новичка? Это он берет креатив, создал один, пошел в паблик, там где 10 тысяч просмотров, заплатил, там не знаю сколько, 100 тысяч ну, там, рублей или долларов, или там $1000, к нему пришло 3 подписчика, он говорит, посевы не работает нифига. Потому что ты лошара и не умеешь с этим работать. Вот что я тебе могу сказать. Тебе нужно сделать 4 креатива минимум, пойти в маленькие охваты от 1000 до 2, закупиться там в десятки каналов, протестировать эти 4 креатива, понять, какой креатив из них дает лучший CTR и масштабироваться потихоньку, там 2000, 5000, 10 тысяч просмотров, закупать потихоньку, не валить сразу в дорогие каналы. А для этого нужно что делать? Анализировать каналы, общаться с админами, смотреть, чтобы каналы были не накрученные, чтобы там не было, вот как я тебе рассказывал, как качают. Как это понять, вот, кстати? Как выбрать каналы для закупа? Вот я сейчас хочу себе закупать, хочу, чтобы у меня в телеге было больше подписчиков, крутая аудитория, мы общались, сделать комьюнити. Как мне понять, что там не боты в том канале, который я хочу купить? Два основных сервиса, которые я рекомендую для всех, это, ребят, напишите за рекламу, Тегестат и Телеметр, самые известные. Тегестат и Телеметр, они плюс-минус одинаковые, и они тебе сразу могут показать, какие каналы накручены. Но тут есть нюансы. Почему? Потому что не все накрученные каналы, нету там целевой аудитории. Бывает такое, что вот у меня, я переживал, опять же, такие истории, когда ко мне приходили и мне накручивали ботов, чтобы его посадить. Ну, из-за того, что у меня есть история, и, ну, это практически тяжело сделать, не так легко заблочить прям канал. Но в целом такое есть. Ну, опять же, тут надо анализировать. На что надо смотреть? Твоему каналу, допустим, 1 год. Он должен плавно расти. То есть не бывает такого, что у тебя бац, у тебя свеча, потом упала, потом опять свеча упала. То есть, когда ты анализируешь статистику, есть подозрительные вещи. Вот на них нужно обращать внимание. Ты потом в эти подозрительные... Ну, то есть, с какой-то даты была свечка. Ты заходишь в эту дату, заходишь в количество реклам где-то размещал. И смотришь, оно соответствует этому или не соответствует. То есть, если у тебя, грубо говоря, там 5000 подписчиков появилось. То есть мы приблизительно понимаем, 5000 подписчиков, это надо потратить, ну там, давайте усредним, $1 подписчик. То есть тебе надо было $5000 потратить, чтобы качнуть вот эту историю. Ты думаешь, у чувака, вот, который ведет этот канал, есть $5000 или нет? Ну, допустим. Потом смотришь, где он это закупал, это можно проанализировать. Заходишь на те каналы, тоже смотришь. То есть, ну, ты понимаешь, это целую аналитику надо провести. И там есть целый алгоритм, что дальше с это делать, смотреть. Я просто самые важные моменты сейчас показываю. Плюс Тегестат и Телеметр сразу тебе подсвечивают красным цветом, где канал накрученный. То есть он красным выбивает. Туда сразу лучше не лезть. То есть лезьте в те, которые вы понимаете, за которым вы следите, которые понимаете, что он там закупается. В красный можно лезть, когда у тебя же есть опыт, ты понимаешь, кто админ, как он ведет, ты за ним следишь, там и все остальное. Ты понимаешь, что он там проходил разные периоды, у него в принципе хороший трафик. Тегестат, Телеметр.
Надо анализировать. Как анализировать? Я, кстати, я же говорю, я выкладываю сейчас бесплатные видяхи, чтобы люди смотрели и не ошибались. Да, давай, ты мне скинешь пост, а мы оставим в описании как раз ссылочку на твой гайд какой-нибудь по закупу. Может, у тебя гайд есть по закупу, и мы оставим просто ссылку. Да, я могу. Окей. Ну, у меня в телеге я сейчас там 6 видео выкладываю последовательно. Ну вот я на первое скину ссылочку, и как раз сможете посмотреть, как закупаться, потому что я тоже посмотрю, мне интересно. Окей, можно Telegram Ads запускать, по-моему, там 4000 евро минималка, что-то такое, да, потом можно сделать закупы. Может быть, есть какой-то хитрый там кросс-маркетинг, кросс-посты там с другими инфлюенсерами. Либо я видел, знаешь, такую штуку, пиарят какую-то папку, целую подборку, например, вот, блогеров по SEO. Когда я SEO начинал, да, у меня была тематика SEO-шка чисто. Сейчас больше про бизнес, про диджитальный, вот про телегу говорим. И мне предлагали в папку какую-то встать и сделать кросс-промо вот такое. Может, какие-то такие есть темы с коллабами, которые работают? Не, ну в телеге есть же коллабы. Телега запустила, так называется, giveaway, грубо говоря, ну такой. Когда ты можешь разыграть. Ну, я думаю, сейчас они запустили именно пока типа розыгрыш, и потом можно будет бабки разыгрывать. Ты можешь заколлабиться с несколькими телеграм-каналами известными. Ну, это большими, маленькими, какими хочешь, короче. Заколлабиться, вписать их в этот розыгрыш. Человек, он должен подписаться на эти каналы. И после этого между теми людьми, которые поучаствовали в этом розыгрыше на протяжении там, ну, сколько ты поставишь дату, такая и будет. Ему прилетит либо подписка на год, ну, в зависимости от того, что ты разыгрываешь. Там есть 3 месяца, полгода, год премиум подписки. Сейчас вот только так можно сделать. Это тоже один из способов. В начале, когда эта фишка появилась, прям все начали фигачить эти розыгрыши и действительно начали качать свои каналы таким образом. Ну а что ты думаешь про это? Аудитория же приходит чисто за призом, как это giveaway раньше делали эти инфо-цыгане в Инстаграме. Мы разыграем iPhone, подпишись на вот там Аяза, на Гасанова, там на кого-то еще, какую-то там бабу мутную, которая непонятная, да, вообще, которую они пиарят за бабки. А потом все отписывались, либо просто это были мертвые подписчики. Что думаешь про это? Ну, это же как и giveaway. Я думаю, да, что шляпа. Какой-то процент остается. Если ты умеешь это считать, можно оставить и считать. Я всегда делаю это без каких-то коллаб. Я просто разыгрываю из-за того, что хочу, чтобы мои люди получали какие-то бонусы за то, что они у меня в канале. Лучше всего работает это, ну, просто размещение какого-то ценного поста на каком-то паблике. Вот и все. Это самый лучший способ привлечения. По поводу Telegram Ads. Ads работает лучше, чем посев. То есть он может тебе в 2 раза уменьшить цену подписчика. И ты говоришь 4500. Есть дешевле варики. Это когда ты пользуешься в Telegram Ads. То же самое, как и в Facebook Ads. Есть агентские аккаунты, где ты просто берешь, меньше денег тратишь. Я видел, что даже можно там и по 100 рублей тратить и закупать рекламу даже за такие деньги. В Украине минимальная цена, за которую можно закупить, это 1750 евро. Ну, нормально, да. Если у вас серьезный бизнес, то там $2000 на рекламу, это, ну, не те деньги. $2000 для телеги, это прям для закупки. Если это не новостник, а какая-то там тематика. Но опять же, тут надо пройти... Какой плюс у меня есть? Мне сразу ребята могут сказать, что там данный чат-бот пройдет модерацию или не пройдет. Вот и все. Мы пытались запустить такую рекламу на, опять же, дейтинг, чат-бот. Мне сказали сразу, ты можешь не пробовать, я забанил просто. Я такой, окей. Ну, мы сэкономили человеку там $2000. Понял. Не все тематики проходят, тоже есть модерация в Эдсе, конечно. Да, в Эдсе, ну, в любом Эдсе есть модерация, так или иначе. Когда Эдс только начинался, она была слабее. Когда он сейчас уже там в пике, она тяжелее, как и в Фейсбуке, и в Гугле. Знаешь, какая еще тема есть интересная? Это приложухи в телеге. Я недавно у себя пост в канале про это делал. Мне кажется, этот рынок только зарождается, и там можно заработать. Может, есть какие-то идеи, куда-нибудь направишь наших подписчиков? Куда смотреть в этом рынке? Это прям хайпит сейчас. Давай просто разберем, что такое приложухи, как ты это понимаешь. Это веб-ап, когда ты нажимаешь «Открыть», и у тебя открывается прям приложение внутри Телеграма. Вот App Store появился в Телеграме. App Center он называется вроде. Так это называется веб-эп, если с точки зрения кода. То есть это зашивается ссылка в веб-эп, когда она открывает любую страницу. Там сайт можно зашить, можно приложуху с stories, с этого... шопа загрузить. Она уже существует давно, на самом деле, ну, ей точно год уже как минимум, просто это сейчас начали обновлять, улучшать. Самый первый проходимец и самый крутой кейс, который я видел, это вот KFC сделала, вот есть KFC прям бот, там где ты нажимаешь, у тебя прям целая такая приложуха, крутая, очень крутая. Запустилась, я помню, задался себе вопросом, как такое сделать, и мы сделали тоже там магаз,
Я думаю, ну, почему мне нравится телега, она развивается, она вот смотрит на проблемы, которые существуют на рынке и внедряет их. Почему там, я не знаю, почему Буржнет пользуется WhatsApp этим галимым, который, ну, просто, Да, просто, я не знаю, ну, данные сливает, там, ну, куча всего, то есть дырявый и все остальное. Да, телегу тоже можно там сравнить, но, блин, ребят, в WhatsApp того, что есть телеги, просто, я не знаю, никогда не будет. Поэтому я не знаю, чем WhatsApp берет, какой уникальностью. Просто из-за того, что там люди там в большом количестве сидят. Возможно. Ну, да. И возможно, когда Дуров выйдет на... Ну, он начал выходить сейчас, прям бренд качать, там, и записал... С Такером, да, интервью, да. Да, я думаю, что он сейчас Бурж будет захватывать. Я верю сильно в телегу, поэтому я здесь, поэтому я прям такой... Я себя называю амбассадором в Телеграма. Я топлю за телегу и думаю, с точки зрения вот этих фишек, которые есть, это, блин, настолько полезная фигня, когда ты можешь запилить какую-то эпку и прям выгрузить, человеку не надо никуда переходить. В один клик, да, бесшовно. Вот мне что понравилось, что ты просто нажал, и тебе не надо скачивать приложение, там, вообще. Логиниться через Google аккаунт, либо Apple ID, вот это все. Ты нажал на хоп, поднялась и все. Да, и там подвязываешь сразу платежку, и все, и у тебя рабочий интернет-магазин. Я думаю, что они еще сделают, чтобы с внутренним кошельком можно было транзакции делать скоро. Уже это можно делать. Ты можешь своим кошельком... Какую апку сделать, чтобы бабла поднять? Куда ты видишь, что это дело идет? Да, просто дает возможность людям туда загружать свои эпки, зарабатывать там бабки. Все. Ну, то есть, то же самое, что вот есть разработчики апок для разных там брендов. У тебя есть веб-версия, есть телефонная версия, есть теперь телеграм-версия. Вот можно на этом зарабатывать, целую компанию построить, которая делает такие фишки. Опять же, нужно донести ценность. Я это делал для своих продуктов, для своих услуг. Я просто это все организовал в такой магазин, где человек может наклацать себе кнопок, выбрать несколько товаров, нажать и оплатить сразу же. Очень удобная фишка. Дорого это? Сложно разрабатывается? Я не разрабатывал. Есть сервисы, которые интегрированы в Telegram, и у них есть прям кнопочка Web-App для Telegram. И ты там просто создаешь интернет-магазин, вот как, я не знаю, ну там в свое время... Prom.ua такой у нас был, вот, типа таких сервисов, как да, знаю. Prom.ua. У них просто ты заходишь, у них просто есть эта фишка интеграции, интегрирована в телегу. Все. Ты там загрузил свой товар, просто нажал, чтобы оно тут показывалось красиво в телеге, у тебя есть интернет-магазин в телеге. А там только интернет-магазин можно сделать, либо другой функционал какой-то можно, рефералов там сделать? Да, другое, ну, то есть можно услуги продавать, можно... Ну, все зависит от... Понимаешь, без какой-то конкретики тяжело объяснить, что конкретно. То есть эта функция есть, ей можно юзать. Если есть какие-то вопросы, как, напишите, и, ну, решим этот Да, вопрос. мы ссылочку в описании оставим на этот сервис, потому что апки — это крутая новая штука в телеге. Ну, она давно, я же говорю, пример этой эпки, если вы хотите понять, как это работает, набивайте собачка KFC, кажись, .bot или как-то KFC-бот, и вы увидите, как это работает очень круто у KFC. Они первые, кто это сделали в телеге. А почему полетел криптохомяк? Hamster Combat, мы тоже ссылочку оставим в описании. Как они делали маркетинг и почему хомяк полетел? Это совершенно безумная история. Я тоже про него писал, там 30 миллионов пользователей в день, по-моему, сейчас. Но они топ-1 сейчас канал в Телеграме в мире по объему. Как они это делали маркетинг? Может, ты видел их посевы, закупы? В чем секрет успеха, вот как спец телеги, скажи? Слушай, ну я как спец телеги, я же не за всеми слежу. То есть крипта — это не сильно моя история с точки зрения в участии в этом процессе. То есть я могу трафик нагонять, но... Да слушай, любая тема, любая хайповая тема, она залетает. Почему? Потому что интерес сильно большой и вера в этот продукт очень сильно большая включается. То есть я думаю, что были просто люди, которые... Носители этой информации сильно много рассказывали об этой фишке, что она залетит, и люди много поверят. То есть, когда ты умеешь внушать доверие большинству людям, они в это начинают верить и идут за тобой. То есть, почему это так делается, я не знаю. То есть, на каких механизмах это строится, я не знаю. Почему каналы, которые там, новостники, которые начинают, вот сейчас, там, я помню, было, ну, опять же, давай, ну, про плохие истории поговорим, когда террористы напали на ТЦ, на Крокус, да. Сразу создались каналы, чат-боты и понеслась. То есть в моменте подняли кучу трафика. Кто-то на этом горе просто всегда, ну, давай, не горе, на каком-то хайпе зарабатывает всегда. Вопрос, кто это и, ну, потом как это монетизироваться будет. То есть на всех таких вещах всегда зарабатываешь. Ты либо стал и начал зарабатывать, либо не стал и начал зарабатывать. Точно так же много каналов новостных начинало расти в моменте, когда там начинались войны в тех или иных странах. Просто создавали каналы и погнали там зарабатывать деньги. Да, вот сегодня с утра буквально там звонил с одним из ребят, и он говорит, у него был кейс, что у чувака был новостник до как бы конфликта как раз на Украине. Новостник. А потом он его перепаковал как раз в новостник про конфликт. И он какие-то там сумасшедшие деньги поднял. Какие-то, ну, нереальные. Просто он начал военные новости постить.
Ну, там как безумные какие-то, типа. Ну, я так могу сказать, ничего в этой жизни просто так не происходит. Все монетизируется, все вокруг ресурса. Есть два ресурса у человека, это бабки и время. Что-то происходит, и тут вопрос, как тебе в эту волну прыгнуть. Ты либо сидишь, критикуешь, опять же, аналогию проводил, что между диваном и жопой доллар не пролетает, либо анализируешь и впрыгиваешь. То есть риск всегда есть, конечно же. Но все, что может обещать тебе бизнес, это риск. В этой жизни жить смертельно. Вот и все. Рано или поздно ты умрешь. Вопрос, что ты за это время успеешь сделать. И на чьи мысли ты там опираешься. То есть это, всегда такое будет. Про инвестиции в телеграм-каналы. Ну, я слышал, что есть ребята, которые опытные в телеге, у них есть насмотренность. Они скупают телеграм-каналы, которые подзатухли, да, владелец на них забил, ну, либо даже активные каналы, оживляют их, раскачивают и быстро отбивают отдел на рекламе. Расскажи, насколько это до сих пор актуальная тема и можно ли залететь в этот бизнес? Да, это супер актуальная тема, опять же, если у тебя есть экспертиза. Тут самый большой лайфхак, если есть экспертиза, залетай, закупай и делай. Что такое инвестиция? Ты должен в этом разбираться. Ты должен разбираться в том, какие каналы и как монетизируются. Если ты не разбираешься, ты туда залетаешь, то, скорее всего, ты потратишь один из своих ресурсов, это время. Ну, опять же, и деньги потратишь на эту всю историю. Моя самая главная рекомендация по поводу телеги. Если ты в ней не разбираешься, начни разбираться, да, это как есть видео. Начни разбираться, и ты разберешься. Есть много команд, которые уже в телегу зашли, ведут, зарабатывают там деньги. Ты что можешь сделать? Они всегда ищут каких-то людей, в команду себе. Менеджеры, админы, контент-мейкеры. Ты можешь туда зайти и просто с этими людьми начать работать. Если ты себя хорошо проявишь в команде, будешь хороший менеджер, хороший исполнитель, который выполняет задачи, то, скорее всего, люди захотят, и ты потом скажешь: ребят, давайте запартнеримся. Будешь нормально просто говорить, что я вот показываю результаты, я могу вам принести больше, если я стану партнером в бизнесе и смогу масштабировать. Вы вместе все заработаете много денег. Есть же такие типы людей, они пришли, подсмотрели, украли и увели, начали параллельно вести. В основном это наша история, СНГшная, когда друг друга тырят, клиентов, потом и начинается вот этот беспредел. И поэтому все команды, закрываются. Но если, опять же, у тебя правильные моральные уставы и принципы в жизни, то ты достигнешь успеха. Если корявый, ты будешь жить на темках. Вот темка сегодня, темка завтра, послезавтра, потом деньги ты все спустил. Не имеет значения, о чем я буду сейчас говорить, как инвестировать в телегу и все остальное. Если ты темщик по жизни, то есть живешь темками, я могу поставить, грубо говоря, бабки на кон, что через 10 лет ты будешь без денег. Согласен с тобой. Я в одном из подкастов то же самое говорил. Это финансовая грамотность. Это не вопрос инструментария, как ты их зарабатываешь. Это вопрос, как ты... Проблема не в зарабатывании денег, проблема в том, как мы их тратим. Как бы это ни звучало. Да, верная мысль, с тобой согласен совершенно. Я рассказывал, даже у меня был видос, делать long-term проекты, длительные, они какие-то темки от темки прыгают. Я с опыта говорю, потому что я тоже темками занимался, потом я понял, что это не дает никакого результата. Я пробовал, у меня все не получилось, просто расфокус, время потерял. Говорю, не, для меня мой бизнес, да, мы делаем международную большую компанию, которая делает SEO по всему миру. Это сейчас мой главный фокус и мои YouTube-проекты тоже. Теперь возвращаемся по инвестициям. Инвестиции, да, они возвращаются в течение полугода, ты можешь вернуть инвестиции, заработать на там деньги. Какие каналы бы ты точно не стал инвестировать, то есть куда не стоит лезть, и с чего можно начать с небольшой суммы? Крипта и новостники, это сразу я бы откидывал эту историю. Я объясню почему, потому что в крипте надо разбираться. Я сам, хотя меня уже приписали к трейдерам. Да, мы видели, какие-то хейтеры там написали после того последнего подкаста, да. Поржали, да, над этим. Ребята, хейтеры, я вас люблю. Что я могу сказать? Пишите под этим видео, напишите, какое галим, как я одет, где я живу и все остальное. Я вам респектну. Еще в Инстаграме у меня тоже есть мамкины хейтеры, есть кружочек. Я думаю, ты тоже сделал же. Ребята, я предлагаю объединиться, большой клуб создать, и мы можем даже встретиться. Я одену перчатки, и мы пообщаемся. И можно сделать телеграм-канал, куда вы можете писать, все хейтеры, а мы будем там продавать рекламу, не знаю, контрацептивов, например. Не, я буду просто туда скидывать самые свои факапы, чтобы хейт еще больше был. Из этого можно сделать бизнес-шоу, а потом продать это какому-нибудь банку, например, какой-нибудь страны, да, и почему нет? Я только за, напишите мне, я готов помочь в том, как это организовать в Телеграме. Окей, во что можно попробовать? С чего начать и какая сумма минимальная нужна, чтобы купить какой-нибудь ТГ-канал? Не с 2 подписчиками, не знаю, 5000 подписчиков, например, канал.
И, ну, сколько это будет стоить? Как это продают? По какой оценке? Смотри, тут главное, опять же, тут умение аналитики должно быть, ну, хотя бы минимальный какой-то. То есть надо понять, что канал... В основном крутые каналы покупаются и продаются в закрытых кругах, когда мы друг друга знаем. Я, например, знаю, что у тебя был канал там какой-то по SEO-шке, ты говоришь: Тох, у меня нет времени сейчас им заниматься. Ну, вот чисто тебе по дружбе там скину за какие-то бабки. Я понимаю, что там живая аудитория, просто у тебя нету концентрации, фокуса нету на этом канале. Я у тебя покупаю. В основном все, что продается на паблике, за какие-то деньги больше, чем один день, тут надо присматриваться. И в основном наценки сумасшедшие. Мне вот недавно тоже пришел чувак. Один день это что, извини? Ну, в основном крутые каналы продаются за один день. За один день, да, все. Да, то есть один день он выложил, его сразу забрали, когда человек понимает, о чем речь, он эксперт, и он видит, что в этом канале живая аудитория. Ну, то есть он быстро проанализировал, забрал. Все, что там больше, это супер большая цена за супер маленькую ценность. Ко мне пришел чувак, он говорит: смотри, у меня там буржуйский есть трафик, искусственный интеллект, канал про искусственный интеллект, 10 тысяч подписчиков, $3000 стоит. Я просто не в этой теме, я не понимаю, как его монетизировать. Ну, то есть, искусственный интеллект, если бы я был в нише там искусственного интеллекта, я бы, наверное, его забрал бы. Но из-за того, что я не разбираюсь в том, как его монетизировать, хотя у меня есть команда, то есть, есть кто продает, есть кто анализирует. Я просто понимаю, что я потрачу кучу времени, фокусируя просто на то, чтобы искать новую аудиторию кто будет покупать. То есть это надо перефокусировать кучу много вещей. То есть я сфокусирован чисто маркетинг, арбитраж. Я знаю, как там зарабатывать. И когда ко мне приходят, говорит, вот мне недавно тоже чел пришел, говорит: Тоха, у меня был канал по связкам, я там сливал связки, там 3000 подписчиков канал. Я знаю, что ты этим давно занимаешься, я не буду этим заниматься, я там перефокусировался в другом бизнесе, забери. Окей, он мне говорит: давай, я тебе сейчас бесплатно дам, посмотри, как можно монетизировать его, а потом, если что, заплатишь бабки. Я говорю: хорошо. Ну, ему сразу, я там месяц попользовался этим каналом, увидел, что там можно монетизировать его, ну, мы немножко перестроили его с точки зрения там вакансий, я ему заплатил там сумму денег, к которой мы договорились. Вот и все. Ну, то есть это за 100 тысяч рублей можно купить канал для теста, который можно развивать? Да можно и за 1 миллион купить. Вопрос, ну, то есть есть любая цена любому каналу. То есть я вот на два фактора говорю. Нужно понимание рынка быть и понимание, как на чем ты заработаешь деньги. Если у тебя этого нет, не имеет значения, какой ты канал купишь, за сколько миллионов денег. Поэтому я тебе говорил, предварительно, если ты новичок, если мы говорим про новичка, ребят, попадите в команду, либо смотрите материал хотя бы и тренируйтесь не на словах, а на делах. Как анализировать, какие закупки делать. Это важно пережить руками, проделать, не теоретические знания получить. Ну, в жизни точно так же. Я могу тебе 300 тысяч лет рассказывать, как ходить ногами, но если ты не пойдешь, это все теория останется. Смотри, а сколько стоит вести один телеграм-канал? Ну, вот там должен быть админ, какой-то контент-мейкер, какой-нибудь не супер экспертной тематики, типа крипта, либо ядерная физика. Ну, смотри, тут есть нишевость с точки зрения, ну, то, что ты говоришь, да, вот тематика, и вопрос, кто его ведет. Бывает, студенты райтом занимаются, или той фишкой, которую я тебе рассказывал, ну, это всем рассказываю эту фишку крутую. В Ютубе есть куча контента, который можно превратить в текст. Вопрос, ты посадишь, либо сам этим занимаешься, либо садишь туда чувака. Если чувак еще со знанием копирайтинга, и он заканчивал какого-то там, как они там называются, который пишут тексты, забыл слово. Журналист, журналист. Да, вот я знаю, что много новостников берут себе именно журналистов и платят им за статьи. Цена статьи там в районе $25-50 стоит. Это если мы говорим про крутые какие-то журналистские типа расследования. Если обычный контент, цена, ну это цена копирайтера. У каждого по-разному. Можете зайти на какие-то сервисы посмотреть. Есть четвертый момент, это ты можешь генерировать трафик с помощью искусственного интеллекта, просто прописав тематический промпт. Если у тебя тематика какая-то определенная, ты промпт пишешь и через сервис Make интегрируешь его в ТГ. И ты ему там боту пишешь написать тематику, ты просто копируешь какой-то у кого-то контент, кидываешь туда, он его рерайтит и создает тебе уникальный контент. Ну, то есть, я видишь, я не ответил на сколько это стоит, потому что это размытое понятие. Я плачу как? Я купил закрытый доступ в арбитражных комьюнитях, ну ты понял, в закрытых каких-то, где делятся темками, грубо говоря. Я оттуда просто чувака туда посадил, он рерайтит и текст выдает. А как вот происходит оценка телеграм-каналов? Вот есть телеграм-канал, допустим, 5000 подписчиков, из них активно 1000 смотрят посты. А как вот valuation этот происходит? Там. И реклама продается, например, раз в 2 дня по $100, например. А какую-то там полугодовая окупаемость, месячная окупаемость, то есть, выручка месячная этого канала, полугодовая. Вот помню, Amazon сайты продавались за 36 месяцев раньше, выручки.
Как в телеге это? Какой мультипликатор? Вот, слово правильно нашел. Если мы хотим инвестировать, да, типа вот эту историю, как Да, правильно да. оценить данный канал, по какому мультипликатору это оценивать? Слушай, из-за того, что рынок формируется, я тебе прям точного мультипликатора не скажу. Почему? Потому что у человека может быть звезда во лбу, и он продает свой блог. А блог покупать — это самое ужасное, что можно сделать. Потому что без блога... Вот я куплю твой блог и буду свои фотки туда выставлять. И люди скажут, блин, кто-то... Что это за черт? Ну, отписок много будет, актив упадет, они на персону приходят, да. Или я твой куплю и про телегу начну рассказывать. Ну, такое. То есть это вообще бессмысленно. Поэтому тут надо покупать такой какой-то нейтральный. А нейтральный — это значит, что персоны не должно было быть в этом канале. И тут нужно искать тогда бесперсонный. Это ну, как анализировать. Плюс нужно найти человека, который без звезды. Ну, что значит без звезды? Это значит, что он не будет ломить цену прям. Вот у меня 1000 активных подписчиков, и я хочу за них $3 миллиона. Я такой, ну, удачи тебе, чувак, продавай дальше. То есть есть какое-то понятие среднего рынка. Это что значит? Нужно быть в определенной хотя бы тематике, понимать, сколько плюс-минус может стоить подписчик. Это этих подписчиков умножаешь на вот этот мультипликатор. Ну, я тебе говорил про заработок $1, да, то есть у меня 10 тысяч подписчиков, то есть приблизительно $10 тысяч. Приблизительно я с этого там канала, в зависимости от того, как я монетизирую, потому что, опять же, мы с тобой рассказывали про разные типы монетизации. В зависимости от того, как я приучил свою аудиторию платить бабки в этот канал, то есть я таким образом отобью себе бабки. Ну или там что-то новое придумаю. И он мне там высылает список, как он продает, сколько реклам продает и все остальное. Скорее всего, там половина уже нерабочего будет, скорее всего. И он тебе будет говорить, давай за 3 года там, ты мне заплатишь, или за 1 год. Смотри, тут вопрос разный, потому что ты общаешься с разными людьми. Разный человек с разными финансовыми грамотностью, с разными финансовыми ожиданиями, с разными финансовыми вещами. Ты же не общаешься с суперспециалистом, который там инвестор в телеге. Ну, сейчас на пальцах можно обсчитаться таких людей, которые прям занимаются полноценной инвестицией в телеге. Либо мамкины вот, ребята, которые научились где-то там в курсах, есть суперинвесторы считаются. Поэтому нету мультипликатора, есть взаимоотношения. Вот если ты умеешь строить взаимоотношения, у тебя хорошая цена будет. Не умеешь строить взаимоотношения, ну, плати в 3 раза больше. Ну и плюс можно смотреть, что если ты в нише разбираешься, ты знаешь, что он продает рекламу, а ты там можешь, например, сообщество создать с гайдами платными и выжимать больше бабок, ты готов больше заплатить, потому что ты сменишь монетизацию, быстрее отобьешь. Не, ну слушай, по поводу готов ли больше заплатить, я вообще не... Это как в этом анекдоте, ты знаешь, когда тебя таксист подвез, и он такой, сколько с меня? Он говорит, ну сколько можешь. Да я тебе, блин, вообще ничего не хочу платить, да? То есть вопрос цены и ценности. Если я в этом вижу действительно ценность, потому, ну вот в чем прикол покупки? То есть я как эксперт вижу ценность в этом канале. Чувак может ее не видеть. Или наоборот, переоценивать ее. Если я вижу ценность в том, что вот у меня вот это работает, а у него их не работает, то есть есть еще потенциал, который я могу. Я говорю, чувак, сколько стоит? Ты говоришь, 10 тысяч. Я говорю, я тебе 12 заплачу, сразу забираю. То есть сегодня мне отдаешь канал. И он такой, блин, а что за прикол? Он чего-то не знает, значит. То есть у тебя есть, ты носитель каких-то уникальных знаний. Если ты носитель уникальных знаний, это как машину покупать, ёперный дядя. Ты приходишь, есть чувак, который хочет заработать бабок, и тут вопрос, это владелец или перекуп? Если это перекуп, значит где-то там подвох. Она там утонувшая была, блин, там под каким-то днище уже проваливалась, заваривалась. То есть то же самая история, ты не знаешь, с кем ты общаешься. Мы живем в жестком мире, где тебя пытаются нахлобучить. Тебя хотят сделать мамонта, лоха. Особенно СНГшный рынок, это вот весь такой вот цыганский рынок, когда пытаются тебя просто нагнуть и без вазелина, как говорится. И вопрос, ты меня спрашиваешь, как не обосраться? Да фиг его знает, с кем ты общаешься. Окей, это как в SEO сказать, за сколько сайт выйдет в топ. Это сайт казино новый, либо это сайт 50 лет, который продает перчатки резиновые, которому уже 20 лет. То есть мы можем увеличить шансы, каким образом? Проанализировав канал, пообщавшись с человеком, посмотреть, как он расположен, какие данные он тебе предоставляет, идет на контакт, не идет на контакт, можно с ним созвониться, нельзя с ним созвониться. Открытость человека, вот это должно нам призвать нас к тому, мы доверяем ему, либо не доверяем. Да, если он даже созвониться не хочет, какой-то закрытый даркнетовский чувак, ну, наверное, там и канал даркнетовский какой-нибудь, да. То есть ко мне приходили люди, я говорю, давай по зуму сейчас созвонимся. Он говорит, я хочу продвижение телеграм-канала по крипте. Я говорю, у меня есть способы, давай созвонимся, пообщаться. Но я не буду в зуме встречаться, я не хочу лицо показывать. Где ты хочешь связываться? Он говорит, в телеграме. Я говорю, давай в телеграме, окей, созвонимся.
Созваниваюсь в Телеграме, лицо не показывают. Я говорю, чувак, без доверия я не буду строить. Я не знаю, что это за проект, я не знаю, это может скам. Чувак хочет просто, чтобы я ему нагнал, и он кинул всех на бабки, а потом на меня пальцем тыкнули, и я типа, привет, это я все. Я так не хочу работать. Это доверие. То есть, если мы говорим с бизнесом, мне и так хейта хватает, я так могу сказать. Просто из-за того, что ты делаешь какую-то работу, есть люди, которые любят, а которые ненавидят. Что бы ты ни делал, даже если ты будешь его помогать ему, он будет ненавидеть тебя просто. Ну, видишь, мы с тобой замутили крутую идею, что можешь сделать канал для хейтеров, сделать там шоу, как ты там, с твоими факапами, и монетизировать это, продавая рекламу какого-нибудь банка, либо марафона достижения результатов. Слушай, кайф, я задал все вопросы, которые хотел по телеге. Спасибо, что уделил время, в моем часовом поясе особенно. Было круто. Поэтому, ребята, надеюсь, мы пролили свет на то, как можно заработать в телеге. Ссылочки на Антона будут в описании. Ребята, большое спасибо, что посмотрели. Хейтеры, люблю вас. Ребята, если у вас есть какие-то конкретные вопросы, задавайте или комментируйте, либо задавайте владельцу этого канала. Он свяжется, или мы ответим, на ваши комментарии. Напишите в комментарии. Просто пишите в комментарии, Антон придет и ответит. Всем спасибо. Ставим комментарии и лайкосы. Будет очень приятно, если вам зашло. Если не зашло, пишите, что не понравилось, что нужно исправить, где я ошибся, где я обосрался. Тоже напишите, будет полезно для развития. Пока-пока. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока.